Tube 364, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я расскажу вам о довольно стандартном для меня девайсе, а именно об умных часах. Насколько они хороши, стоит ли их покупать и стоит ли вообще вам обращать внимание на подобные гаджеты от топовых производителей, потому что все стараются делать деньги. Яблоко старается делать деньги, Xiaomi старается делать деньги. Так же, как и супергигант Huawei. Конечно же, они все хотят откусить кусок пирога от миллионных продаж подобных девайсов. Тем более, эти девайсы подобны наушникам. Они лучше всего работают Huawei с Huawei, Xiaomi с Xiaomi и все подобное. И тем более яблоко, которое заточено фактически на 99% под себя. По поводу Huawei Watch GT 2, что бы я хотел сказать прямо с самого начала, еще до того, как я прочитаю первое сообщение на стриме, и по поводу всех каких-то дальнейших диалогов из этих часов. Вот купил я их в Петербурге. Раз. Два. Потратил я на них ровно 15 тысяч рублей, никаких бонусов сверху я не получал из разряда того, как можно купить на официальном сайте и получить колонку. То есть для меня это штуковинка за 200 долларов. И от этого я отталкиваюсь, я реально понимаю, что ее за 200 долларов можно купить. И это в принципе та же цена, что на Stratos E3, которую я вчера распаковывал на стриме. Сегодня же, что бы я хотел в первую очередь сказать. Микрофон здесь работает отлично. Часы мне в принципе понравились, но я считаю, что и Huawei Watch GT 2 и Stratos 3 это все-таки в каком-то смысле деньги, выброшенные на ветер, и не только потому, что не обязательно покупать часы. Вот в течение этого стрима, который, я надеюсь, будет у нас недолгим, я обязательно расскажу вам об этом. Никаких розыгрышей сегодня не будет, во всяком случае для тех, кто их ожидает. А так кое-какой будет бонус в конце стрима, но сейчас мы общаемся о часах. Начинаю вскрывать. Здесь у нас стандартный комплект. Вчера мы вскрывали у нас MSFit. Отличие только в том, что у MSFit была еще и, как у спичечного коробка, сверху коробочка с полными характеристиками. Здесь у нас по большому счету ничего интересного. То есть указана модель и все, никаких характеристик на самой коробке нет, но сама коробка мне нравится. То есть все просто, и в магазине ее было забирать приятно. Это раз. Вскрываем, часики достали. Открыли, ничего не повредится, даже если вы будете покупать через AliExpress, Banggood, либо JD. Притом отметьте, что сейчас во время стрима никаких ссылок на товары у меня нет. Потом после стрима я их обязательно добавлю, потому что чего? Может быть, что-нибудь по переходам-то и будет. Хотя я еще раз говорю, что итог стрима будет такой, что не эти часы, не эти я советовать за их деньги не буду. И почему вы узнаете, скорее всего, в процессе, даже не в конце. Но вот начнем с того, что достали мы все эти приблуды. Приблуды еще документацию забыли достать. Коробочка красивая, коробочка понравилась, но 15 тысяч. 15 тысяч для примера это, сейчас вам покажу, это Huawei P20 Pro. Ой, точнее Redmi Note 8 Pro с 8 гигабайтами памяти. Вот это 15 тысяч рублей. И вот это 15 тысяч рублей. Дальше. Не будем крохоборами, это умные часы, мы надеемся, что они дадут нам многое. Все-таки Huawei это хорошая фирма, а начал я рассказывать о таких гигантах. Почему? Все правильно, потому что мы приближаемся к сотне, а при 100 тысячах подписчиков я обещал вам рассказывать о всяких топовых брендах, которые чаще всего не оправдывают ожиданий, так же как, по моему мнению, Huawei Watch GT. Хотя относительно. То есть, если бы я не знал, что такое MSFit, ну, сейчас давайте поступательно. Распаковали. Что видим? Часики ничем не примечательны. То есть мое ощущение, когда-то у меня были часы с, не знаю, как фирма Swatch, по-моему, называлась. Только а-ля такого вида никакого, а-ля Classic. Вот это чистой воды а-ля Classic. Вот он, Watch GT 2. Колхозные, 2 недели без подзарядки. Реально они живут 10 дней, если вы в них не особо бегаете. Окей, дальше смотрим, что у нас интересно. Интересно у нас это зарядка. Зарядка, как и у всего из разряда новых у нас MSFit. Почему MSFit лежат, вы тоже сейчас поймете постепенно. Недолгий будет стрим, но он будет информативный. Кабель комплектный, Type-C-шный, за что я очень сильно их уважаю. Мало того, что они сделали подложку, которую можно снимать. Плюс кабель, который можно в перспективе еще использовать. И кабель довольно длинный. Длинный, хороший кабель.
Дальше смотрим документацию, смотрю в книгу и вижу стандартно то, что видел в течение получения 2 высших образований и заканчивал, когда я физмат, то же самое я видел, что в этих книжках. Книжки бесполезны. Почему? Потому что если у вас были умные часы, то вы и так разберетесь. Если у вас их не было, вы качаете на телефон благополучно программку под названием Здоровье. Здоровье от Huawei. Выглядит она стандартно, Huawei Здоровье. Она у меня оказалась вообще установлена. Я не помню, зачем я ее устанавливал. Скорее всего, когда подключал их браслеты. Вот, мы скачали эту программку. Все, вы такие счастливые. Скачали программку и берете, добавляете устройство. Устройство добавляете. Здесь у нас уже Huawei GT есть. Если их нет вдруг, добавить нажимаем. Умные часы. И вот что у нас есть. GT2. Это и есть GT2 46-мм версия. Первая GT. Просто Watch GT. Huawei Watch 2. Porsche Design. И еще всякие приблуды. Плюс у, собственно, Huawei Watch 2, как я знаю, будет уже есть большое количество различных подобных им часам. По диаметру то же самое, что делали Xiaomi, ну, то же самое, что в принципе делают все. Меньше размер на девочек, меньше функционала. Вот это максимальный функционал на данный момент. Я постоянно себя свечу, если что, у меня есть Facebook, контакты и всякое другое лабутение, это все не важно уже, как бы, потому что трафик подразумевает. Вот, установили прогу, отлично. Дальше делаем что? Стандартно вскрываем, снимаем наклейку и получаем часики. Что мы видим сразу? Почему здесь стратосы вторые лежат? Это не единственная причина, но мы долго и упорно думали вчера был стрим, почему на стратосах третьих нет у нас, точнее есть безель. Ну теперь вот мы видим, что здесь даже не как у вторых стратосов, у них хотя бы какая-то оборка такая выгнутая. Но вот здесь у нас будет царапаться экран не то что на ура, а на супер ура. Это раз. Два. Мне сразу не нравится ни внешний вид стратосов третьих, ни Huawei. Но если у стратосов третьих есть хоть какая-то, в моем понимании, субъективная изюминка, то это вообще выглядит как китайский ноунейм за 2500 рублей. Вот это убивает в первую очередь и жестче всего. Ладно, это все эмоции, без эмоций и чисто механически, не теоретически. Окей, так неудобно будет ставить, давайте без подложек. Нет, давайте с подложками все-таки, мне будет удобнее. Что мы дальше делаем? Дальше мы подключили эти великолепные часы к программе. Выбрали подключено. Первое, куда мы идем? Правильно, в обновление ПО. Мы обновили ПО, чтобы у меня никто не думал, что ПО еще раз обновилось. Вот, но это не важно. Почему? Потому что сейчас она будет пока обновляться. Как раз я расскажу первые эмоции по поводу самого телефона. Делай раз. Always on display на них есть. Что это значит? Это значит, что эти часы в режиме постоянного времени у нас будут показывать, что на экране есть. Эту функцию я не активировал специально, потому что я сегодня их и вскрыл в первую очередь. Во вторую, в принципе, Always On Display есть вот сейчас у всего. GTS, GTR, Stratos, яблочные девайсы. То есть этим не удивишь, но довезли они ее и отлично. Раз. Два. Отличительная особенность вот этой лабутени и этой. Запоминаем, так как вы смотрите мой канал, я уверен, что особенно Алексу и подобным спортсменам интересно, как долго они ищут спутники. Вот эта штука в том же самом месте ищет спутники 17 секунд, эта штука 62 секунды. Пробовал раза 4, возможно, какие-то обновления дополнительно изменят ситуацию, но для меня иногда минута критична вместо 20 секунд. Да. Вот, и что бы еще хотел добавить, то есть по GPS они проигрывают, по безелю они уже проигрывают, по функционалу здесь всего 2 кнопки, круть, здесь 4 кнопки, то есть реально, если вы, допустим, плаваете, это удобнее. Дальше, вот здесь у нас есть магический микрофон и динамик, и здесь... В этот момент я бы хотел остановиться, особенно для тех, у кого есть машины. Для тех, у кого есть машины и есть желание использовать громкую связь, эта штука работает отлично. То есть до 24 метров. Просто я сегодня перед стримом включил 2 обзора. Один из обзоров был симпатичной девушки. Эта девушка сказала, что часы ловят
на 150, по-моему, метров. В общем, по факту они ловят на 24-26 метров с Huawei P20 Pro и iPhone 7 Plus. Но это как бы не супер топовые девайсы. Но Huawei P20 Pro у меня с теми же Blitzwolf'ами 4 ловил на 62 метра. Так что, кратко, вот это дело медленнее ловит спутники. Это дело имеет микрофон и динамик. С них нельзя звонить, раз. Если без телефона с ними делать вообще в принципе нечего, ну кроме GPS. Чтобы вы понимали, сим-карту сюда не вставить, никакого там особого eSIM или еще чего-то здесь нет. Есть телефон, есть часы, нет телефона, эти часы равны часам бипом, наверное, за там, или вот этим за 50 баксов, вот, за 60. То есть, проще говоря, микрофон есть, динамик есть, но сразу чего они не могут. Вы не можете на них отвечать на сообщения. Вы не можете звонить с них, если вы не закинули сюда контакты. Контактов, по-моему, только 10 закидывается на данный момент. Может быть, вот сейчас с прошивкой, которую мы сейчас увидим, как что-то там обновится, что-то поменяется. Но, в общем, проще говоря, 10 контактов, даже если их будет 100, какая разница, если вы можете звонить исключительно с телефона. Дальше. Все это мы поняли, все. Счастье, как говорится, по-детски полные штаны. Если не полные штаны по счастью, мы идем дальше. Ремешок. Качество ремешка топ. Мне очень понравился, что на этих часах, что на этих. Притом у Huawei они выглядят еще проще. То есть, когда я Стратосы рассматривал и рассказывал, что пейсовский даже ремешок на часах за 3600 рублей, тем более на древних Стратосах, выглядит в 10 тысяч раз лучше, то здесь у нас идет по пути наименьшего сопротивления. Никто никогда не скажет, если не знает, что это Huawei Watch GT2, что на вас часы дороже, чем, наверное, 1004, потому что выглядят они реально как часики с Алиэкспресса. Летим дальше. По экрану. Понятно, что он у нас не утоплен, моментально станет поцарапанным, но хорошее. Отклик отличный у экрана. Как я знаю, 1000 нит яркость, то есть яркость вообще нереальная. Реальные часы живут 10 суток без использования GPS, то есть средней нагрузки. Что еще из минусов? Если вы бегун, у вас, допустим, вот эти часы. Фишка их основная не в том, что они быстро спутники ловят. И, опять же, они мне нравятся меньше, чем Стратосы вторые. А в том, что когда вы включаете бег, у меня китайская версия, поэтому я особо в них не ползал, но уже в них спал, допустим, и какие-то вещи еще делал. Такие полезные именно для меня. Так вот, фишка этих часов в том, что они показывают вам количество часов, которые вы можете GPS этим пробежать. У меня показывают сейчас 30 часов, получается на 84% заряде, хотя в идеале они должны показывать 70. То есть производитель обещал 70 часов. В ультрарежиме эти живут 14 дней, ультрарежим для этих часов 14 дней, но на эти данные я бы не ориентировался. То есть, проще говоря, часы фактически являются одинаковыми по автономности. Идем дальше. Пульсомер. Примерно вот эти платформы, вот даже у Huawei, вроде бы топовый девайс, но она, если вы обратите внимание, она больше выпирает, чем у Стратосов третьих. И я бы сказал, что это конструктивно довольно убого, потому что это часики не топовые фирмы, то есть они не гиганты. Amazfit, конечно, неплохие дочурки у Xiaomi, но не такие они большие, чтобы делать такие крутые вещи. Дальше идем. По программе. У Huawei есть большой косяк. Если Стратосы, любые Amazfit могут делать такую великолепную фишку, как работать с другими программами, то вот эти часы это делать не могут. А по толщине, кстати, Стратосы чуть-чуть меньше. Вот, по весу. Сейчас мы взвесим, чтобы сразу вопросы все отпали, потому что очень часто потом народ пишет из-за 2 грамм какие-то бесполезные абсолютно идут конфликты. Конфликтов у нас на канале нет, мата, кстати, тоже нет. Если кто-то в комментариях решил матиться, знайте, что после стрима я благополучно потрачу 2 часа своей жизни и, скорее всего, вас заблокирую. Это раз. И 2, самое главное, что на канале есть, это я сейчас все расскажу. Вы проставите лайки, если вам это было полезно, потому что ни те, ни другие часы я не советую. И, наверное, это кому-то сэкономит пятнашку. Вот, если 1000 лайков наберется за неделю, не буду я так играть, давайте, в общем, пишите, какие часы еще купить на обзор, потому что что-то я вошел во вкус, но рассматривать все это, давайте хотя бы 2000 лайков, потому что после 500 лайков я рассказываю про эти часы на следующий день. 71 грамм с ремешком, как-то много.
если честно. Прям совсем много. Потому что 58. Что это такое? Вам вроде бы кажется, я не взвешивал до этого, вам вроде бы кажется 13 грамм, 13, ну мелочь какая. Не, это не мелочь. Возьмите цепочку на 50 грамм и на 70. Повесьте на шею, вот то же самое у вас будет с часами. Кстати, так не ощущается. Ощущение такое, что вот эти легче. Может, потому что правая рука сильнее. Дальше. По весу мы уже определили, что у Huawei легкой формы проблема. По ремешку у нас здесь две застежки, здесь одна застежка. Две застежки фиксируют так же, как и одна, потому что одна с хитрецой. Одна у нас вот с такой вот дырдочкой. Да, часы в хламовом состоянии. Почему? Потому что я в них уже сверлил стенку и вешал Xiaomi-шный пылесос. Кстати, сегодня на канале у меня появился первый обзор на куртку Xiaomi теплую, а вторую куртку, по сути, мне придется купить, потому что лайков там уже море. Что еще? Вот с этих часов можно проигрывать музыку так же, как и с этих. У них также есть 4 гектара оперативы, по-моему. По-моему, 4. Ну, реально, как бы, что здесь около 2, что здесь около 2. Притом здесь, как я знаю, вроде бы через Total Commander еще и пока не закидывали. Уверен, что будут закидывать. В общем, проще через программку. Можно закидывать музыку сюда, подключать потом Bluetooth наушники. Не обязательно эти, любые Bluetooth наушники, хоть AirPods. Что здесь, что здесь, что в Стратосах вторых. Почему они здесь лежат? Опять же, скоро поймете. Я думаю, уже все поняли. Потому что, если кто-то смотрел вчерашний стрим про третьи Стратосы, я, по-моему, в процессе даже уже решил, что нужно и почему. Дальше идем. Вот сейчас эта штука идет 15 тысяч рублей. Эта штука идет 13 тысяч рублей. Эта штука идет 10 тысяч рублей. Автономность 14-14, 5. Ну, по факту 5-7, потому что в обычном режиме эти 7, эти 10. У этих все-таки автономности больше, но это вот эти 13 грамм аккумулятора, мне так кажется. По поводу ушек. Пока эксплуатировать мало кто эксплуатировал, но мне вот, допустим, ушки от Huawei кажутся чуть-чуть слабоватыми. Кнопки также здесь могут программироваться, как и на Стратосах. Экран значительно больше. Здесь 46-миллиметровый сами часы, эти 46 миллиметров тоже. Яркость значительно больше. Если здесь 454 на 454 точки на дюйм и 326 ppi плотность пикселей, то есть это прям, ну, нормально, это не супер плотно, но хорошо, то здесь у нас всего 320 на 320 точек, это практически на процентов так 30 меньше, то есть здесь экран меньше. Always on Display здесь есть и здесь есть. Внешне, вот вы сейчас можете сами, допустим, предположить, вы видите на экране самого стрима, как выглядят те и другие часы, и я уверен, что нет ни одного человека из вас, который, хлопая в ладоши, скажет, что Huawei Watch GT 2 выглядит прямо топово. Watchface'ов здесь мало, так же, как и здесь мало watchface'ов, и соединяются они быстро, как эти, так и эти с телефоном. У этих часов есть у нас еще Elite Edition. Чем отличаться будет? На 9 грамм больше будет вес, и у них будет сапфировая штучка. Да, Huawei дешево, ну, как дно выглядит. Я и говорю, я когда покупал их за 15, если честно, я чуть-чуть расстраивался, потому что по большому счету в моем понимании это выброшенные деньги. Вот. Так, какой-то Зависалово. Стратосы года 3-4 протянут при аккуратном использовании. Не факт. Не факт. Почему? Потому что вот эти часы тоже не идеально. Почему у меня Стратосы вторые? Потому что по большому счету вот из этих всех 3 часов, если вы занимаетесь спортом, если вам важен спорт, то единственный совет мой — купить вот эти штуки. Почему? Потому что их допилили, потому что 5 дней они у вас будут жить, и потому что до 10 тысяч вы их сейчас можете купить. Я покупал их за 12. Я считаю, что до 10 тысяч купить часы, на которые можно повесить нагрудный датчик, закинуть музыку. Помимо того, что можно закинуть музыку, можно еще великолепно в них бегать, и они ничем внешне не уступают ни Стратосом, ни Huawei GT. Ну, понятно, экран здесь у нас жидкокристаллический, какой там, LCD или нет, AMOLED-овский, по-моему. Пардон, да, AMOLED-овский экран 1,39 дюйма. То есть прям нормальный такой экранище, я бы сказал. Но когда вы их носите, вы понимаете, что максимум будет Always on Display, перед кем вы будете выпендриваться. 15 тысяч рублей. Я не считаю, что это уровень выпендривания, это из разряда того, что, чуваки, у меня не хватило на Apple Watch, в общем, я решил купить что-то, в общем, нормальное. Потому что, допустим, у меня Huawei P20 Pro, я его покупал за полтинник. Если бы я покупал Huawei P30 Pro за 70, я не хотел
бы носить эти часы. Ну, с точки зрения именно социальной какой-то значимости. Опять же, это мое субъективное мнение. По поводу функций. Вот и лежат у меня специально Nexa. Nexa часики стоят всего десятку. Десятку-11 тысяч. У Nexa, в отличие от этой штуковины, она более пузатая, это не спортивные часы, выглядят они довольно странно. И я их почему ставлю в пример? Мне говорят, а у чего еще есть всегда? Есть динамик и микрофон. Динамик и микрофон. Устанавливать ПО свое можно, программы можно совершенно свободно eSIM, если у вас есть прямые руки, запилить туда. То есть вот это полный фарш. Полный фарш за 11 тысяч. Вот эта обрезка, ну, разводилова за пятнашку, ТЧК. Лагать, я не считаю, что они лагают, ни те, ни другие, ни третьи. Потому что мне что стратосы пришли через 2 месяца, слава богу, и поэтому вы знаете уже мое мнение о них, когда они не подлагивают, во всяком случае сильно. Что с Huawei уже какая, наверное, третья по счету прошивка прилетела за 1 день. Вот. Что еще бы я хотел сказать про, кстати, стратосы. На стратосы мне, по-моему, пришли еще вот такие штуки. Да, прикиньте. Это на третьи стратосы, те, кто у меня спрашивал, есть ли какие-нибудь есть ли какая-то защита. Есть, вот она мне пришла. Только я ее не использую, я никогда не использую защиту на экран. Почему? Потому что, кто бы меня как ни убеждал, любая защита на любом экране, она как минимум плохо влияет на ваши ощущения. Потому что я хочу по стеклу, по Gorilla Glass этому ползать пальцем. Я понимаю, что он поцарапается, но я поэтому и трачу эти деньги и не парюсь о них. Потому что любой девайс, наручные часы, особенно такие умные, это выброшенные деньги. Почему? Потому что как много вы людей в Петербурге либо Москве, если вы там бываете, видите, кто разговаривает по часам? Никого. Ну, вот я никогда никого не вижу, а я бываю и там довольно часто. Вот. Можете написать, что нет. Дальше, сейчас я еще чуть-чуть выскажусь и буду отвечать вам на вопросы по поводу этих девайсов. Что бы я еще хотел добавить по поводу этих часов? Когда вы их видите вживую, реально, без шуток, хочется надеть только эти. Вот у меня, допустим, GTS, Verge, еще что-то. Вот я мужчина средних лет, и, может быть, мне там больше диаметра поменьше подходит. Либо эти, либо вот. Вы берете любые гибриды, Lenovo, Midge, еще что-нибудь. Хотите, чтобы шаги считало и вибро у вас было, когда вам звонят. ТЧК, вот. Все остальное... вам позвонят отлично на телефон, а вы будете разговаривать с часов. Но это отменный идиотизм. То есть у вас нет возможности достать телефон, у вас нет денег на AirPods с хорошим микрофоном или на другие любые Bluetooth наушники, но у вас есть 15 тысяч на то, чтобы орать как дебил при наличии телефона в часы, которые имеют хороший микрофон, отличный динамик, если вы за рулем, опять же, это как гарнитура. Но опять же, сколько гарнитура стоит? Не 15 тысяч. В общем, вот так. Ролик по поводу того, что купить на 11.11 от Xiaomi у меня уже на канале, и если хотите его, посмотрите. Так что на данном этапе жизненного развития очень такая интересная у меня концепция получается. Я, получается, выкинул почти 30 тысяч рублей, потому что реально на это я буду делать ролик. Я буду в конце советовать. Это я точно советовать не буду, но советовать я буду посмотреть на Стратосы 2. И Стратосы 2, я думаю, и так народ уже закупился, кто хочет. Но по поводу брака, если вы покупаете этот девайс, это единственный плюс огромный. У вас будет гарантия. Почему я не советую Стратосы людям, которым реально важны эти 10 тысяч рублей? Потому что когда я купил Стратосы 2, вот эти, и вы можете посмотреть на их хламовое состояние, я очень люблю их на стриме показывать, потому что я не отличаюсь абсолютно никакой нежностью по отношению к любому виду девайсам. У меня разбит экран на P20 Pro. В общем, все очень сильно мрачно у меня с девайсами. Я бросаю их в рюкзак, и до блоингинга было у меня то же самое. Вон, Nexa я раздолбал в первом же обзоре. И да, мне их жалко. Но они работают об камень просто. Можете посмотреть обзор. К чему это все? К тому, что вот эти часы, они у многих умирают. Но умирают, мне кажется, почему, опять же, вот эти отзывы ни разу мне не писали, как на бипах. Потому что бипы покупают люди за 4000 рублей, эти за 10, что вот что за фигня, у меня аккумулятор через год дохнет. Если вы их будете юзать, у вас будет дохнуть аккумулятор через год. Если вы будете плавать в соленой воде, у вас может отвалиться экран. Если вы будете ходить в баню, любой из этих девайсов может сдохнуть просто моментально. Вот, к чему это все? К тому, что и лучше такие девайсы покупать, конечно же, с гарантией. И, по-моему, Huawei могут дать гарантию 2 года, вроде бы, но у меня гарантия год. В общем, по возможности, если вы решили прям покупать и экономить
по жизни, что вот купили одни часы, непонятно зачем, и носите их, обязательно покупайте где-нибудь, где вам дадут гарантию хотя бы года 2, потому что через год все эти штуки дохнуть начинают мрачно. У них начинают отваливаться экраны, если вы в них бегаете, у них отрываются ремешки. Это ремешок, опять же, с первых стратосов, с GTS-ов, с MSFit Pace-ов. И разбиваются экраны, царапаются и т.д. и т.п. Понятно, от царапин вас никто не застрахует, но чтобы они у вас жили долго и упорно и не моментально разряжались, а такое придет момент. Особенно в девайсах, которые вы покупаете на Алиэкспрессе, это как черная метка. Купил на Алиэкспрессе, значит, что-то сдохнет и будешь печалиться, потому что гарантия это все Филькина грамота, там неделю, месяц, 3, но не год, даже если год. В общем, через год очень часто умные часы умирают, без разницы. Huawei, Amazfit, Apple Watch единственное, по-моему, не так сильно умирают, но мне кажется, это люди просто не особо парятся, потому что они приходят, их отдают и им их меняют. По ширине ремешка вы и так прекрасно видите, что все 3 ремешка у нас прямо как телемагазин, только опять же, я здесь не в плане ничего не рекомендую, а вообще ничего из этого не рекомендую. Потому что если у вас есть десятка, вы, конечно, купите, может быть, вот такие часики, потому что на них можно нагрудник, но они древние, то есть они есть везде. А вот эти вот Watch GT 2 и Xiaomi-шные, ну, это вот прям уж на спортсменов заточены. В принципе, я понимаю, почему особо хайпа на них и нету. А по поводу умных часов, которые мы все ждем из разряда, вот скоро у нас кто-нибудь что-нибудь выпустит на халяву. Из разряда Xiaomi, как я вижу по комментариям, или Gear Watch, которые, ну, Gears 3, ну, стоимость-то у них какая? Давайте не будем подменять понятия, пока вы пытаетесь найти себе умные часы до $200 в надежде, ну, допустим, это $200 тоже, если колонку грамотно продать, либо вам там супер кэшбэков 300 штук сделали, $200, 200 и там 150. Ну, не будет у вас в часах за $200 функционала, как в часах за 400. Просто производитель не станет этого делать. Может быть, Amazfit когда-то запилят, но Xiaomi точно пилить это не будут. Это из разряда того, когда мы ждем куртки Xiaomi, как мне уже сегодня человек 300 написала, теплые куртки Xiaomi по $40. Да, они на краундфандинговой платформе в Китае может и будут стоить так, потому что им там в Китае не нужны куртки, которые выдерживают минус 50. Но если нужны, то очень ограниченному количеству лиц. А на нас они будут на таможне навариваться, на пересылке, и вы все равно будете, как и я, покупать. Вот. Лучше купить не смарт-часы, лучше купить телефон, либо, если вам нужны прям смарт-часы, покупайте Apple Watch и яблочный телефон. Как бы, кратко. Не забываем прожать лайки, вас 300 человек, я все-таки купил часы за 15 и рассказываю о них. И спасибо вам за то, что вы на стриме. Обязательно сейчас отвечу по поводу всего. Яркости хватает, смысл. Вот здесь 1000 нит. То есть, ну, во всяком случае, по заявлению производителя, мне пока мерить это дело нечем. И, ну, яркие они, ну, прям совсем яркие, красивые часики. В плане экрана никаких претензий, мне в плане дизайна одна большая претензия, какого черта. Вот. У этих трансфлективный экран. Что это значит? Это значит, как только вы их распакуете, если вы не видели эти экраны с 90-х годов или там с начала 2000-х, вы на них посмотрите, скажете, да ешки и гагошки, 13 тысяч рублей. Они что, издеваются? А потом привыкнете, потому что на солнце они выглядят намного лучше. Они просто-напросто солнце отражают. И когда вы будете бегать, это вообще одно большое удовольствие, потому что они раз вас не слепят, в отличие от вот таких экранов, которые я патологически ненавижу. То есть ты врубаешь, вот допустим, на этих часах яркость по максимуму, и когда бежишь, темнеет, допустим, я могу и ночью бегать, и тебя слепят. Я не помню, по-моему, я даже не говорил, я на стримах только говорю об этом. Очень опасная штука, прям слепит люто. То есть ты выставляешь максимальную яркость, чтобы было удобно, а в итоге она по тебе долбит. По поводу менюшки и вообще, в принципе, функций данных часиков я сейчас покажу, чтобы вы запомнили. По стратосам 3, может быть, сейчас тоже пробежимся, но можете посмотреть мой прошлый стрим, я там все показывал. Но там все на китайском у меня. Здесь есть такая фишка, уровень стресса. Это уже, мне кажется, кому совсем делать нечего. Я очень уважаю людей, которые могут по всяким проблемам ходить к психоаналитику, но людей, которые вот будут тыкаться в программу для того, чтобы часы потом вам определяли уровень стресса, ну, убейте меня. В общем, можете вот такую штуку выставить, они по пульсу будут вам определять, какая у вас радость. Дальше идем. Часы, бла-бла-бла, всякая лабутень. Что у нас интересного? Это тренировки. Дальше записи. Статусы тренировок, пульс, активность, сон, стресс, дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения это, конечно же, та еще ржака, будем считать так.
Да, уровень стресса полезно кому за 40. Полезно кому за 40 вообще в телефон в руки не брать и сидеть где-нибудь в Майами смотреть на океан. В Майами же есть океан, правильно? Или нет? Поправьте меня, по-моему, есть. Фонарик, понятно. Будильник, таймер, секундомер, сообщение, погода, компас, барометр, вызовы, контакты. Все. По большому счету и все. По тому, что у нас есть из watchface'ов. Чтобы вы сразу увидели, вдруг кого-то пробьет, и он побежит завтра в магазин и за 15 покупать эти часики. Очень сильно уважаю этого человека, потому что нужно иметь стальное сознание, чтобы повестись на эту рекламу. Хотя народ очень хорошо пичет их. Но видите, они не пичат через уважуха. За что? Я не знаю, если честно, что там Wylsacom выпускал по поводу Huawei. Я не знаю, как они могут сделать что-то топовое. Ну, вот у меня, по идее, их последние часы, если поправьте, после Huawei GT Watch 2 что-то вышло. По-моему, нет. Так вот, смысл в том, что я не знаю, что они рассказали, но основная масса нормальных, ну, в моем понимании, нормальных блогеров уже сказала, что это хламантин. И особо фанатов, конечно, они купят. Но может, они вам вообще бесплатно достались, когда вы телефон за 80 тысяч купили. Хуавеевские телефоны я просто обожаю. Еще раз повторяю, что у меня по 20 Pro, и я ему рад безумно, хотя раздолбал его просто в нули практически. Дальше, что еще? По ремешкам уже сказал. Ремешки везде хорошие, ремешки везде нормальные, только выглядит убого этот ремешок выглядит убого, этот ремешок выглядит хорошо. Даже если честно, вот этот вот Simply Clever такой супер простой ремешок у Nexa выглядит еще лучше, чем у вот этих вот штуковин. В моем понимании, опять же, но вкус, стиль — это такая штука очень растяжимая. К чему еще? Все заряжается от платформ, что Stratos и 3, что Watch GT. Что добавить? 70 часов вот эта штука может работать в режиме эконома при GPS. Это очень круто, но, если честно, количество людей, которым это может понадобиться, оно до такой степени минимально. Ну, поход хорошо, но в поход вы все равно возьмете Powerbank. При любом раскладе с этим Powerbank, не одним, я уверен, вы возьмете еще и зарядку, потому что часы будут дохнуть от того, что вы будете использовать GPS, плюс там по-любому какие-нибудь оповещения, они в принципе едят довольно прилично. Возьмете вы, будете их подзаряжать, да и черт с ним, на трое суток, я думаю, перехода свободно хватит. 70 часов, это да, трое суток можно ползти по этим горам, и только потом посмотреть. Но если вы ползаете по горам, неужели у вас нет спонсора или нет денег на гармины? Лучше искать спонсора и деньги на гармины. Дальше. Майами есть океан. Отлично, Ренат, спасибо большое. Пума, я не буду тебя делать админом, пока я тебя полностью знать не буду хорошо. Что еще? По поводу упаковки. Я не помню где... MSFit у меня здесь. Давайте чуть-чуть совсем попсу включу, потому что все-таки 285 человек. Кстати, не забудьте лайк прожать. 285 человек, а лайков 170. Притом кто-то уходит, кто-то приходит. Постоянно не забываем прожимать лайки. Будет мне очень приятно. Вот. И напоминать народу прожать. Вот такие коробочки. MSFit можно засунуть 2 коробки. Huawei-евские часики, хотя часы меньше. Вот такая магия. Это раз. Два. Мини-пиар. В чем он заключается? В том, что вчера я разыграл вот эти вот наушнички Сабаты и One More среди спонсоров, а их 30 человек, 31. Будет 40, разыграю еще какие-нибудь крутые наушники. Ну а дальше летим без всяких мини-рекламных вставок про себя. Что я бы еще хотел сказать по поводу этих часов, всех этих часов умных. Я, в принципе, если вы сомневаетесь, никогда не советую покупать подобные девайсы. Почему? Потому что можно пойти и купить Mi Band 4 за 1400-1500 рублей, либо на распродаже, либо на Пандау, ну рискнуть, ну ничего страшного, 1500. Если вы реально будете ходить с этими часами, за 1,5 штуки, то вы совершенно свободно сможете дальше уже планировать свою деятельность. Если вам нужен GPS, вы покупаете MSFit Bip. Могу достать, ну это стандартно все, каждый стрим, если честно, достаю. Для тех, кто второй день на стриме, большое вам спасибо. Вот, кстати, первые стратосы а-ля пейсы, которые воды боятся. Вот, по поводу того, что эти штуки не боятся воды и активности. Давайте я покажу активности, потому что, если честно, я сам их не смотрел. Ничего из этого не считает беговые лыжи. Это огромный минус всех этих 3 моделей часов. И, в принципе, кроме профессиональной техники, я никакие не видел, чтобы они лыжи считали. И это очень плохой факт. Вот. Дальше.
Дальше что мы смотрим? Мы смотрим, какие активности есть в стратосах. Мы знаем уже, что 19 видов активности. В принципе, мерить какое количество у кого, но это глупо. Меня, если честно, интересует исключительно то, за какое время они находят спутник. Я уже сказал, что вот это дело находит в 5 раз дольше, чем это, но все равно 20 секунд там в 3 раза дольше или минута. Это не важно, мне кажется. По тому, что здесь есть. Ну и другое. То есть здесь еще меньше видов активности, чем там. Есть курс бега, но опять же это то же самое. Здесь тоже есть курсы бегов. Если вы планируете заниматься, конечно же, они будут вам подбирать программы, что те часы, что те. Если вы планируете заниматься, что те, что другие часы, будут вам говорить, какое вам необходимо время для восстановления. И вот так, да, пейсы я утопил. Что же по поводу еще всяких магических штуковин? Да, Xiaomi-шная птица-трансформер. Заменим нашего бедного старого генерала красненького. Будет у нас птица, чтобы вас она радовала. Дальше. Сколько спонсоров? 31, 33 вроде. Ренат, видите, какой это? Нет, это не самопиар, это антипиар, если честно. Наверное, больше не буду говорить, чтобы был суперсекрет. Это за большое количество времени, если что. Так. Саша их утопил. Я второй день на стриме. Илья, очень приятно, что ты второй день на стриме. Дальше, для тех, кто все-таки со мной 34 благородных минуты, к чему я еще хотел добавить все эти вот штуки. GTS-ки я разыграл вчера 2 раза. Один раз фейковый аккаунт был, второй раз я посмотрел на аккаунт, мало того, что он там фейковый, то там еще и супер разводиловый, из разряда много женских странных фотографий, которые, ну, сами знаете, в общем, каким образом данные люди работают. Я ему даже писать не стал, то есть сейчас я их разыграю, я добьюсь того, чтобы у меня не было этих часов. Почему? Потому что мне завтра нужно попросить супругу, чтобы она отправила, получается, 3 наушников и вот хотя бы часы, чтобы одним ходом она сходила на почту и все. Видите, какие проблемы у блогеров раздать все. А про Mi Band 4 я тоже помню, но сейчас у меня все еще не готов перечень. В общем, я обязательно разыграю то, что разыграл, то, что должен разыграть, я имею в виду мелочевку. Но по Mi Band 4 я чуть-чуть изменю условия, последние 10 видосов, вот там комментарии имеют значение, по ним мы будем потом разыгрывать, чтобы было проще. Михаил Захаров, спасибо большое, что вы спонсор. Опять же, я рассказываю про то, как кто-то выигрывает наушники на канале не для того, чтобы становилось... Ну, я хочу, чтобы больше спонсоров становилось, но основная миссия это в том, чтобы нас больше стало, вот. И я избавился от тех наушников, которые мне не нужны. А на обзорах у меня, как вы видите, их хватает. То есть 360 роликов, из них, наверное, штук 70 были наушники, если не 110. Ну, тема хайповая, вот я и про нее рассказываю. Не забываем прожать лайк. 269 человек. Огромное спасибо, вы очень сильно поможете каналу этим. Сейчас я по-быстрому организую наш счастливый Lionzar, при помощи которого я провожу розыгрыши. И все вы прекрасно помните, что чтобы выиграть эти часики, нужно репостнуть видео и копию репоста оставить там. Но вы должны быть подписчиком канала раз, у вас должны быть открытые подписки 2 и 3 помимо всего этого. Что самое главное, чтобы вы были реальным человеком, у вас были реальные фотографии ВКонтакте либо в Фейсбуке, где вы репостили. Тогда совершенно свободно я вам их пошлю, и я посылаю все. ВКонтакте, в Фейсбуке и Телеге, точнее ВКонтакте у меня есть отдельная группа. Туда не все скидывают, кто получает подарки, но основная масса. Можете посмотреть, основная хайповая вот такая тема. В принципе, люди хорошие и закидывают. Crazy, если вы еще раз подобное напишите, то мне придется вас заблокировать. Вот. Я сейчас добавлю модератора. Спасибо большое Model Party за то, что его удалил. Какие смарт-часы взять, чтобы NFC были, удавление до 8000, остальное не важно. Лемфа часы у меня были на канале, посмотрите. Я не очень уверен, что они вам зайдут. Почему? Потому что подобные штуки я еще меньше советую, чем эти, потому что те штуки дохнут через месяц. Если эти штуки умрут через год, то те совершенно свободно у вас могут приказать долго жить намного раньше. Притом на Лемфа я не знаю, кто дает гарантии. Единственный плюс, вот для примера, кстати, Лемфа, я сделал обзор на Лемфа 10, которую купил, но по факту я их даже за 5 штук в Питере продать не могу. То есть я их оставил в Петербурге, когда катался туда. Вот вам примерно, как люди относятся к данному бренду и правильно делают, кстати. То есть, вот, если кратко, то так. Lionzar, рандомайзер. Сейчас 5 секунд. Что у нас еще интересного? Лайков мало. Да, мало. Ну, вчера было
500 лайков, за что вам огромное спасибо, кто ставит эти лайки. И вчера была тема Stratos E3, здесь сегодня у нас чуть-чуть другая тема, потому что Huawei GT это такая штука. Так, что посоветуешь тогда? Посоветую забыть про умные часы и купить... Да, Александр, здорово. Лемфу мусор бестолковый. Посоветую купить вам браслет и забыть о умных часах. Пока у вас, ну честно, пока у вас нет телефона за полтинник, ну нет смысла покупать часы. Нет хороших часов до 30-ки. То есть вот я в Стратосах ходил, как ошалелый, и я счастлив, потому что когда-то надо побегать, когда-то надо, там, не знаю, тупо шаги хорошо посчитать. Да, они мне внешне больше всего нравятся. Вот. И к чему это все? К тому, что вы должны четко понимать, что... Давайте разыграем. Я думаю, сейчас у нас все получится. Главное верить. Да, вот так колхозно. Почему? Потому что я купил стримовскую камеру, и она у меня работает так плохо, что я ее использую только когда мы работаем... Ага, извините. Сначала надо активироваться. Только когда я работаю со спонсорами, я работаю через стримовскую камеру. Но спонсоры могут подтвердить, что когда я использую эту стримовскую камеру, картинка значительно хуже, чем когда я использую P20 Pro для стримов, которые вы сейчас и видите. Вот, 1429 комментариев. Как мы вчера заметили, у нас было, наверное, раз 7 попытка разыграть GTS-ки. В итоге вот последний раз я подумал, что человек норма. Оказалось, когда я открыл уже после стрима через 2,5 часа, человек не норм. Дальше. Нет, это не Mi Band 3, это Amazfit GTS. Привет, с какими ТВС наушниками ты сейчас ходишь? Я сейчас хожу с матовыми AirPods, которые являются подделкой AirPods, понятно, для того, чтобы их тестировать. И Spunky Beats, но, которые последние тронсмартовские. Но я скажу честно, они хламантин. То есть, ну, в моем уже понимании, я заелся, наверное, потому что я знаю, что есть там Tisa AX за 1500, не знаю, Tisa i4. В общем, это на уровне вот таких наушников, но они хуже, вот, по моему объективному мнению. Так, с камерой ошибся, будешь новую заказывать? Я не знаю, какая, то есть я на ту потратил 6 штук, а какую мне купить тогда? За 40? Да вроде бы это ничего. Вот, Иван Луц. Давайте смотрим. Я уверен, кстати, что этот чувак с лицом, потому что это карма. Ага. На странице ни одной надписи, чувак. Жаль. А могло быть все иначе, видите? Практически все выполнил. Поэтому я говорю, очень часто на канале выигрывает именно... Вот это интересно будет. Вот, именно человек, который долго является подписчиком, реальным подписчиком. Мне так кажется, что это реальный человек. Мужики. Сейчас посмотрим друзей. Да, реальный человек. Вот этого Павла Падма Браво я и поздравляю. Ему и буду посылать GTS-ки. Ну, хорошо, что настоящего чувачка мы нашли. Извините за чувачка, если некорректно. Дальше. Что мы еще хотим сказать? Давайте я чуть-чуть пробегусь по характеристикам. Не повезло. Почему? Что с зеркалками, не проще вести стрим? Иван, вот честно, я не разбираюсь в всей этой штуке. Я говорю, вам кажется, может быть, что у меня просто прямые руки. То есть я все снимаю на телефон и просто очень долго мучаюсь потом с монтажом. И плюс очень сильно конкретно разбираюсь в тексте. Стараюсь, во всяком случае. Потому что делаю все я, тестирую я, рассказываю я. Вот. Часики уже разыграли, тогда. Даша Слицкая, Amazfit GTS, GTR, Mi Band в формате часов. Ага. Будешь смотреть на часы от Zip Blaze. Парикмахерская Мортиса. Вот по поводу всех часов, которые вы хотите, чтобы я купил, напишите мне обязательно ВКонтакте. Я их посмотрю. Но если честно, мне проще намного потратить 35 тысяч и купить Apple Watch. Почему? Не из-за денег. Потому что я отношусь вот к часам из разряда, если они сами себя не двигают никуда, почему я их буду двигать? Я уже на TicWatch повелся. В итоге я получил чертову тучу негатива, бешеное количество отписавшихся от меня людей, довольно много людей, которые меня теперь тихо ненавидят, за что я их прекрасно понимаю, и девайс, который можно выкидывать просто в мусорку, потому что их я тоже за 6 тысяч не могу продать, хотя они 13 тысяч в идеальном состоянии. Вот. На зеркалку не вариант, с ней требуется постоянный оператор. Нет, Александр, можно и из зеркалки. Так, я снимаю на то, что в руках, понял. Да, польза, Мог скажешь про колонку. Колонки у Xiaomi все норм. Подскажи, что лучше, Redmi AirDots, Halo и Blitz 3. Посмотри топ-10 на канале. Давайте все-таки про часы я продолжу. Так вот, экран здесь 1,39 AMOLED. Напоминаю, что здесь есть встроенный микрофон и динамик. Функционал GTS есть у меня на чертовой туче количество стримов и обзоров.
и вы там прекрасно сможете его увидеть. А здесь чего? Здесь все обрезано, никаких наушников не подключить раз, никаких нагрудных датчиков не подключить два, и все. Есть GPS, ТЧК, никаких микрофонов и динамиков. В принципе, я вам все рассказал о GTS-ках в 2 словах, буквально за минуту, и никакие обзоры или стримы не понадобились дополнительно. Дальше. Смотрим, какую бритву от Xiaomi на каждый день можно купить для грубой щетины. Для грубой щетины, если у вас есть деньги, покупайте Panasonic. Если нет, то купите за 10 долларов Xiaomi-шную бритву. Слово «чувак» лучше не произносите, не потому что это означает «да ладно, Юмиксон, ну вот серьезно?» Вы для этого... Здесь легкий стрим из разряда. Если кого-то что-то обижает, конечно же, пишите. Дальше. Будем фильтровать свою речь. Только если остатки найти Huawei Watch 2. Окей, посоветую беспроводные наушники до 25 баксов с нормальным. С нормальным микрофоном до 25 баксов не бывает. Honor 20 или Mi 9T. Мне и та, и другая фирма нравится. Mi 9 мне не понравился, Mi 9T мне кажется норм. Под видом часов блогер раскручивает свой канал. Очень странно, Таракан. Я не понимаю, если честно, совершенно смысла. Я бы сказал, что любой блогер раскручивает свой канал. Вот. Такая печаль. И я никаким образом не отношусь ни к Стратосам, MSFit, Xiaomi, Huawei, еще чем-то. Писал ли им? Я писал MSFit. И в общем смысл в том, что MSFit готовы мне были посылать товары, но только после того, как они становятся РСТшные. Короче, когда они на российском рынке появляются. Мне это не интересно, ТЧК. На этом мой диалог вот с данным брендом закончился, чтобы вы понимали. Скажи, плиз, про Mi Air 2 Pro или Honor FlyPods. Все есть на канале, есть эти обзоры. Обзоров на канале 300 штук с лишним, притом их штук 10 еще топов, так что посмотрите, все это было у меня на руках, все это тестирую лично я пишу тексты. Вот. Внезапно любой ютубер раскручивает любым видео свой канал. Удивлен. Ну логично. Нагрудный датчик я не могу со Stratos 2 соединить. Барахло это Stratos 2. Ужасная гадость. Евген, а какой вы нагрудный датчик купили? У меня Polar H7 и H10, которые официально поддерживаются данным производителем. И да, конечно же, я спросил сначала у продавана, посмотрел на 4 PDA, что покупать, а потом благополучно соединил. На прошлом стриме я показывал, я не вижу смысла сегодня показывать, каким образом соединяется датчик. Короче, ко всему этому прекрасно соединяются и датчики, и наушники. Никаких проблем вот с этим точно ни у кого не было. Главное, прямые руки. Единственное, ANT+ не поддерживают MSFit никак. Дальше. В сравнении с TicWatch Pro, что считаешь лучше и почему? TicWatch Pro супер дно, поэтому я вообще ни с чем сравнивать и не собираюсь. TicWatch ужасная фирма. Опять же, мое субъективное мнение. Если вы хотите посмотреть на мнение людей других, у меня, кстати, прошлый стрим почему-то удалились комментарии пользователей. Так вот, в комментариях пользователей просто бешеное количество негатива было на них. Вот. Может, здесь кто-то напишет еще из тех, у кого были TicWatch, до какой степени они хлам. Так, скорее всего, да, Алекс, он купил ANT+, ANT+ датчики не работают с MSFit'ами, какими бы крутыми они не были. Где посмотреть результаты чего? Стрим сохраню. Посоветую блогеру раскручивать свой канал на примере унитазов. Все равно никто не понимает, что с ним несет блогер... Что нам несет блогер в стриме. Таракан, у вас особая форма мазохизма. Еще раз, друзья, я очень рад всех видеть на канале, но если вас что-то напрягает, можете написать мне в ВК и уйти со стрима. Я обязательно выслушаю вас и, скорее всего, с вами буду даже дискутировать по этому поводу, потому что я сейчас для себя узнаю больше, чем во время того, как я делаю какие-то ролики. То есть сделал я на куртку ролик на Xiaomi-шную, последний сегодня выгрузил, она набрала эти там сколько, 15-20 тысяч просмотров. И мне, в принципе, толка от этого, понятно, там подписчики добавились, еще что-то, но я не вырос. А пока я с вами общаюсь, я расту, и вы плюс узнаете какую-то интересную информацию, я уверен. Готов купить One Bullets 2. Как думаешь, стоит брать? Стоит, мистер Оливер, я с ними бегаю, если мне надо говорить по них. Как я отношусь к Вилсакому? 1000 раз повторял, что Вилсаком для меня это как ОРТ. ОРТ я не смотрю, а Вилса это тоже как ОРТ, 8 лямов подписоты. Чтобы он не выгружал, этот хлам будут кушать. Потому что пока люди есть, это есть. Да хоть на унитазах. Да, Алекс, я тоже хочу купить Xiaomi-шный унитаз. Таракан молодец. Хорошая идея, Таракан. Вы уже не первый. Советуете мне купить Xiaomi-шный унитаз и сделать на него обзор. Без сарказма. Там теплая вся.
В общем, расскажу, наверное. Я только подключился. Какие часы лучше? Никакие. Лучше купить хороший телефон за 15 тысяч, чем Huawei Watch GT2. Либо купите, что я советую, вот из этого всего, что здесь лежит, это пейсы за 3,5, реально их купить, в них плавать нельзя. И Stratos 2. Почему? Потому что они круто выглядят. Просто тупо круто выглядят относительно остальных. Вот на руке, вот вы увидите у человека на руке часы. Понятно, что там у этих Always On Display будет, допустим, но опять же он будет такой не особо фонтанный. Я могу сейчас похимичить и выставить его, чтобы вы посмотрели какой он. Но я уверен, что примерно как на GTS-ках или GTR-ках из разряда там одно время только висит и все. Но не делайте ошибки, никогда не покупайте китайскую версию. Почему? Потому что не факт, что MSFIT вы сможете на китайскую перепрошить. То есть из всего этого, если вам нужны спортивные часы, то это. Если вам нужна гарнитура, эти. Если вы прям мега спортсмены, собираетесь лютовать, я думаю, либо позвоните спонсорам, либо позвоните спонсорам. Но можно Stratos 3 купить, но здесь исключительно внешний вид мне не нравится. Не нравится. Понятно, кому-то нравится, функционал лучше, апгрейдили они неплохо. Я в прошлом стриме про эти двое часов рассказал, но я все равно выбрал бы для себя Stratos 2. Я буду ходить со Stratos 3 для того, чтобы делать ролики, но нет. Мне не пришла MIUI 11 на Note 7, хотя у меня глобалка. Сколько по времени протянут вторые и третьи Стратосы при постоянном подключенном нагруднике и непрерывном измерении пульса? Третьи Стратосы должны выезжать 70 часов, но мне они почему-то показывают 30. Я, кстати, могу сейчас попытаться, ну не факт, что получится поймать спутники. Сейчас посмотрим. Я сейчас вам покажу эту картинку. Вообще мне очень понравилась эта фишка, что ты знаешь 29 часов. Вот, что ты знаешь, какое количество часов при включенном GPS они у вас выживут. Ну, мне кажется, что на стриме вряд ли у меня есть кто-то. Честно, кто-то может 29 часов пробежать без разницы, хотя бы на пульсе в 140. Прям безумно интересно. Я уверен, что все, что лежит на столе, хлам. Смысл блогера зарабатывать на лайках и донатах. Я не прав? Таракан, если вы думаете, что это площадка для подобного образа диалогов, вы ошибаетесь. В принципе, что для тех, кто 250 человек здесь сидит, хочу еще раз повторить, что здесь мы разговариваем о технике. Если она вам интересна, вы ее смотрите. Если она вам не интересна, я вас блокирую. Вот. Ну, на стримы точно не стоит приходить, если вы не собираетесь общаться. Дальше. Дальше. Диана, Алекс, ну не надо человека расстраивать. Просто смысл людям слышать меня по поводу него. Опишите, пожалуйста, Stratos 3 в двух словах. Большие, легкие, удобные, не нравится, как выглядят, и недалеко ушли от Stratos 2. Вот, в двух словах. Прошлый стрим то же самое, первые 10 минут посмотрите, я там рассказал полностью про Stratos 3, так же, как и этот стрим я обязательно сохраню. Стримы, конечно же, мои не обязательно смотреть, достаточно можно, если хотите, как слушать, потому что чего, руки машут и все. Буду ли брать Mi Watch? Конечно, буду. Про Galaxy Watch что скажешь? Quickshot. А в этом и магия моего канала. Я обещал, когда у меня будет 100, я буду покупать подобные девайсы и рассказывать о них. Возможно, даже вот на таких стримах, а потом уже отдельно в обзорах. Но опять же, обзоры будут всегда лояльнее. Почему? Потому что, сейчас у меня есть выбор. Что я могу плохого сказать в обзоре про Huawei Watch GT2? Свою субъективочку, они убого выглядят, ну убейте меня. Дорого, но а сколько должен стоить девайс от топового гиганта, учитывая, что он с гарантией, бонусами и всякой другой лабутенью. Притом по характеристикам он реально не хуже, чем что-либо, что представлено на рынке, и больше, чем в 2 раза дешевле, чем Apple Watch. Яркий, красивый для кого-то. Для меня это убожество за 2500 рублей, которое я тоже буду носить, потому что мне о них тоже нужно сделать ролик. Вот. Ношу вторые Стратосы пару месяцев. Всех, кто их видит, говорят, что они смотрятся немного дороже, чем стоят. В целом, часами доволен. Функционала хватает с головой. Вот в этом магия. Многим хватает, я говорю, вот такого функционала, и они в итоге смотрят потом только на количество шагов. Ой, я 20 тысяч шагов сделал. Это не конкретно эти там миджевские часы, а любые, берите любые гибриды, ленововские. У них самые дешевые по 1000, по 2000 рублей. Ну, мечта. Ждем 100 поскорее. Я не жду 100 поскорее. Для меня это гиги, какие расходы будут. Mi 9 SE или Redmi Note 8 Pro. Однозначно Mi 9 SE. Интересно, но я держал GT в руках, а ощущения другие, в отличие от вас. GT вторые, а вы в руках держали Stratos и GT. Вот магия в этом, что я сейчас вам предлагаю. Вот смотрите, пожалуйста. Вы можете благополучно увидеть, что вот. Вот как они выглядят вблизи.
Понятно, что у вас там экран заворожил, но он выключится сейчас. И у него на Always On Display такой красивой картиночки не будет. И вот у нас идут дальше, допустим, внутряночка. Говорю, они опять же даже внутри проще, кнопок меньше. Вес больше на 13 грамм. Ну, я не знаю, в чем они выигрывают, исключая того, что у них есть бренд раз, у них есть микрофон с динамиком, который абсолютно не нужен. Они также не могут отвечать на сообщения, у них такая же вибрация. Ну, вот Ctrl-C, Ctrl-V только дороже, это раз, и два, по габаритам, да, они чуть-чуть меньше, но они тяжелее. Та-да! Вот, потом что еще бы добавить? И работают они только со здоровьем, по-моему. В общем, проще говоря, сторонних программ на MSFit больше. Tisa iX Norm или поискать что-то другое. Можете посмотреть топ-5 на канале, выбирайте, что хотите. Я удивляюсь стримеру, столько вещать это подвиг. Роман, мне приятно с вами общаться, для меня это реальное общение. Странно звучит, в интернете реальное общение, но это и правда реальное общение. Главное, говорю, нет мата, нет неуважения. Можем даже ругаться. Таракан, 1000 слов в минуту ни о чем, обычные часы никакой пользы не приносят, одни понты. Таракан, ну мне кажется, что происходит? Опять он появился. Может быть, еще один аккаунт. Хорошо, если человек так заинтересован. NFC рабочий в смарт-часах есть. А, кстати, по-моему, у Huawei нет NFC. Вот если у Stratos в третьих есть и в Китае можно расплачиваться, поправьте меня. Но и Gorilla Glass третьей версии у Stratos, у третьих. А у Huawei Watch GT я даже не знаю, какая версия. По-моему, тоже третья. Вот. Аккум здесь на 455 мА, в хуавеевских часах на 455 мА, но, как вы понимаете, с таким-то экраном он ест намного больше. Вот. И у этих часов аккумулятор всего на 300 мАч. У Stratos в третьих. То есть здесь практически на 50% больше аккум, но из-за экрана автономность примерно одинаковая. Вот. Что еще добавить? Ремешки одинаково по тактильным ощущениям, одинаково убогие по внешнему виду. Ну, у Стратосов чуть-чуть лучше, но по сравнению со Стратосами вторыми рядом ничто не лежало, вот и все. Хотя многим не нравится у Стратосов вторых. Все работать будет у всего, и нету NFC-шки. Вот сколько не искал. Хотя у Стратосов третьих есть NFC, то есть есть надежда на то, что эти малыши будут работать в оплате. Понятно, я не верю, если честно, у кого-то есть надежда. У тех, кто покупает, надежда всегда есть, ее не может не быть. Вот, если кратко. Не забываем прожать лайк, вас 269 человек. Я уверен, что кому-то этот стрим будет полезен. Вот. В дальнейшем цена упадет на эти часы? На какие конкретно? На все, Александр, рано или поздно падает цена. Просто, допустим, Stratos я покупал в Питере за 12. Сейчас в Питере их можно, наверное, за 11 купить. Особо сильно не поменялось ничего. Amazfit Nexa есть NFC. Есть NFC в Amazfit Nexa. Вот они, но они там не работают. Кстати, вы не беспокойтесь по поводу часов. Это, мне кажется, один из последних стримов. Ну, в плане того, что у меня сейчас новых девайсов по часам нет. И там уже будут у меня пылесосы новые, очуменный принтер мне пришел, который стоит просто космических денег, и я не знаю, как о нем рассказывать. И всякая такая мелкая лабутень из разряда наушников, как всегда. Часики есть, но они дешевые остальные. Отличный стрим, спасибо большое, Петрович. Дальше, Ренат, шутка в тему, не понял, но хорошо. Stratos 3 совместимы с Redmi Note 5? Да, однозначно. Васа, сегодня обзор про куртку посмотрел, жду продолжения этого направления. Васа, там очень просто. 3000 лайков, и я покупаю несколько курток от Xiaomi, даже не одну. Вот. Я поговорил с женой, она согласилась, что ладно, купим несколько. Ну, в общем, у меня уже стресс по количеству девайсов, которые я покупаю, но ничего. Зато канал растет, правильно? Принтер, да, принтер большой и бесполезный принтер для вас, но я семейный человек, и мне нужен принтер цветной. Черно-белый у меня есть обычный кановский, уже и не только. Польза, сделай что-нибудь с тараканом. Я его заблокировал вроде, я не понимаю, почему не блокируется окончательно. Он может быть очень ушлый и делает несколько аккаунтов. Amazfit Nexa или Stratos 3? Дмитрий, они до такой степени далеки друг от друга, что вам просто необходимо посмотреть чертову тучу обзоров, включая мои, по-моему, больше. Особо больших их нет. И понять для себя, хотите ли вы химичить что-то в часах, или вы хотите аппарат, который настроен на спорт. Это спорт, это мозг. Вот.
Я мозг не использую, если что, я их не особо юзал, потому что, ну, я не понимаю прикола в часах ползать, ну, потому что есть ноутбук, есть телефон, и печатать тексты я на них не буду, ролики смотреть, ну, посмотрел пару раз и все. Диана, лазерный принтер, нет, струйный. А вот супруге тоже хочу куртку для походов в лес. Васа, всегда куртки супруги лучше покупать, померив, потому что, да. Как с Nextool? Nextool сегодня я мучил и... Буду скоро сравнивать с топовым с топовой штукой, которую мне завтра должны привезти. Которая стоит очень дорого, потому что что я могу рассказать в обзоре? Вы знаете, я получил эту штуку, разобрать для красоты и чего? И попытаться впарить? Нет, я ее протестирую, скорее всего убью. Расскажу, каким образом я ее убил, и оценю в моем понимании и в понимании людей, которые постоянно пользуются данными девайсами, а такие у меня есть, слава богу. Я им про ножи рано или поздно расскажу. И вам будет интересно, мне будет интересно. Я сейчас принесу тапок. Ок. Что Samsung Galaxy Watch? Постепенно все, я не могу купить на там... Это 15 тысяч, это 15 тысяч. То есть там 30 роликов по 15 тысяч, это сколько? 450 кусков у меня нет в месяц на девайсы. Вот есть какая-то конкретная сумма, вы можете посчитать, сколько за месяц я могу себе купить. Пару часов я еще могу купить, но не завтра. Потому что это тоже получится, что канал один сначала только о наушниках, потом только о часах, потом только о телефонах. Нет, так неинтересно. У меня же постоянные подписчики есть. И пусть там 10% из них, но смотрят в основном все ролики. И если они смотрят все ролики, я стараюсь разноображивать. Расскажите, разнообразить канал. На обзор TicWatch Pro никогда не закажу, Данил. У меня были C2 или как там, TicWatch C2. Я их продать даже за 6 тысяч сейчас не могу. Покупал за 13, делал стрим, делал ролик. Люди недовольны, я недоволен, часы дно. Вот. Не верю, что эта фирма может делать что-то нормальное. И даже на стримах люди жаловались. Дальше стрим записи будет? Конечно же будет. Кем ты работаешь? Инженером карма, но ввиду того, что я не пью, не курю больше 10 лет и забочусь о своем финансовом благополучии, все у меня хорошо. Вот. Работа – это только работа. Дальше, ну, все равно кормит. Видеорегистратор, когда, вы меня-то не победите, а я не побежу почту. То есть, и как только он придет, я не только вам обещал про них рассказать, про видеорегистраторы, я сразу же расскажу. Я даже нашел человека, который будет с ним кататься не одну неделю. Нужен хороший гаджет для спорта. Что посоветуешь более-менее за адекватные деньги? На Garmin не хватает никогда. Дмитрий, для беговых лыж только Полары. Из дешевых. Все остальное дороже. Суунта на распродажах в Соломоне. Вот. В чем преимущество стратосов над пейсами? Они воды не боятся. Xiaomi Halo хорошие часы, понятия не имею, не тестил. Привет, какие можешь посоветовать часы на Wear OS? Кирилл, считаю Wear OS дном, поэтому ничего не буду советовать. Max Tube, это сколько видео на канале, к примеру, Tube 366, это 366 видео, да. Польза, таракан надоел уже. А я не знаю, как его удалить. Вот, мне кажется, он комментарий должен Таракан, напиши комментарий под стримом. Вроде я его заблокировал. Дальше, доволен Redmi Note 8 Pro? Нет. Что за модель видеорегистратора? Не скажу. 2, по-моему, даже уже идут. Родственник хочет именно часы с ЭКГ. Дмитрий, это часы с ЭКГ только Amazfit Health. У меня есть обзор на канале и стрим, они на китайском, может быть, будет глобалка. Я к этой штуке отношусь крайне скептически, но хотите, покупайте. Но дорого. Таракан до тебя не вынести канала, мне даже химия. Окей. Model Party просто не обсуждаю. Ух ты, привет. Дай совет, какие купить беспроводные наушники до 6000 рублей. Pizza Time, на канале есть топ-10 наушников до 20 и до 50 долларов. Смотрим. Андрей Умно. Что скажете о Samsung Active 2? Я, кстати, наверное, не вижу его сообщений просто. Я смотрю только интересные сообщения. Какую беспроводную банку купить? У Xiaomi несколько банок у меня на канале, можете посмотреть. Дальше. У меня сейчас TicWatch S нравится, особенно работа с уведомлениями, но во время тренировки нельзя заблокировать экран, он случайно нажимается, тренировка становится на паузу. Андрей, видите, у каждого свой опыт жизненный. У меня опыт девайсов, вот сейчас, видите, это даже не 10-я часть тех часов, которые я вертел в руках. Дело в том, что на канале не все, что я получаю в руки. Вот. И к чему это все? К тому, что... да как же это сделать? Сейчас 5 секунд. К тому, что не нравится мне. Так, дальше. Amazfit Verge Lite 5000 нормально? Да, конечно, хорошо.
Отличные часы, сам пользуюсь второй месяц, дорого, но без геморроя. Я не знаю, про что вы, но окей. Получается, вот эта пресловутая ЭКГ линейки MSFit есть только на Nex и Health. Нет, я вообще только на Health. Я не знаю, что на Nex даже нет платформы под... Ну, может быть, наверное, на Nex какая-то линейка есть отдельная, я ее не заказывал с ЭКГ, но я их не тестировал. Привет, не обсуждаешь аналог Huawei GT, был Honor... Да, серьезно? Александр, я только что купил самые дорогие, по-моему, Huawei-евские часы, а-ля спортивные за 15, и они, по моему мнению, плохие. А зачем мне еще Honor Magic Watch покупать? Ну, хорошо, они дешевле, окей. Вот. Можно вообще купить вот такие, говорю, или обычные, там, не знаю, командирские. Все-таки ты меня банишь, не... Так, вот что это такое? Друзья, как удалить пользователя? Я вроде бы его блокировал, или он реально... Ну я сейчас сделаю чуть-чуть по-другому. Какой-то бред. 273 человека, неплохо, количество лайков растет, несложно, если добавьте лайк, мне будет приятно и вам будет приятно, уверен. Делали обзор на наушники CG Pods? Нет, не делал, не буду. Мне не нравится внешнее. У друга Stratos 2 доволен полностью часами, кроме приложения MSFit, оно глючное. Это бич всех Xiaomi-шных девайсов. У них всегда приложение глючное. Я выбираю именно GTS. Молодец. Mi Watch будете заказывать? Конечно, да. Active 2, ну окей. Окей, Active 2. Я вообще сейчас потерплю с Huawei, я не буду заказывать. Ну, смысл? Я говорю, если это мне не понравилось, смысл еще что-то прям топовое. Да, настоящий тонометр у часов Amron, я согласен. Все остальное шляпа. Нет, там тонометр. Спрашивают про ЭКГ. Алекс. Дмитрий, чем Стратосов лучше бюджетных специализированных часов для спорта? Почему себе не возьмешь что-то хорошее, если финансы позволяют? Дмитрий, а чем они лучше? У меня, вот, допустим, есть нагрудник Polar H10 и Стратосы. Чем, допустим, Гармины лучше посчитают? Вот. Я думаю, ничем не посчитают, правильно? Stratos 2 плюс MS Mod. Ответ шаблоном? Шаблонами. Не знаю, не пробовал. Мне это не интересно. Я вообще никогда не делаю ничего подобными программами, потому что у меня деньги привязаны к телефону, и я не очень хочу, чтобы их кто-то увел через Сбербанк онлайн. Привет, нужны будут долгоиграющие часы с NFC. Посоветуй что-нибудь, пожалуйста. Кроме Apple Watch ничего, можете Samsung взять какие-нибудь гира. Вот так, наверное. Добрый вечер, посоветуйте китайские лучшие функциональные часы, кроме Xiaomi, Redmi, Huami, Lemfa до 200 евро. Huawei, а чем вам Huawei не нравятся вот эти внешние? По-моему, мы сейчас как раз и вспоминали, что Samsung можете взять. До 200 евро у них там что-то есть, но я не уверен, что там есть... Ну, нет, там по-любому что-то есть. Польза. Можно потом у тебя взять дешевле Mi Watch после обзора, если будут норм состояния? Нет, карма, потому что я их себе оставлю для вот подобного образа стримов, либо сравнений. Привет, ты можешь заказать наушники Tronsmart Spunky Beats TVS? Даниил, у меня они уже в кармане, я сегодня говорил, что я их уже тестирую. Что сейчас пьешь во время стрима? Кофе? Кофе. Печальный, страшный кофе, очень концентрированный, и никому не советую пить столько кофе, сколько пью я. Но по количеству видео на канале вы прекрасно можете представить, сколько кофе я пью. Много. Думаю брать BIP, если конкурент им в том же ценовом диапазоне, сегменте а-ля. Андрей? Нет, однозначно, даже близко. Утверждать, что это умные часы, по мне, неправильно. У них у всех функции фитнес-браслетов за $200. Демо. Есть понятие разводилова. Вот я вам откровенно скажу. Когда я стану большим каналом, я, наверное, таким же образом буду пичкать в мозг людям, что если часы не могут звонить и туда не запихать симку, то тогда они не умные. И если вы не можете написать на них смс-ку. Нет.
Нет, тогда давайте называть часы телефоном, просто круглым, маленьким, который на руку вешается. Ну что за бредятина? Я говорю, это просто до такой степени натянуто. Даже вот это, в моем понимании, гибридный смарт-вотч. Потому что количество шагов они считают, вибро есть, оповещение есть. Функций больше, чем только время показывать. Как вы это назовете? Не до телефон или перед часы, это и есть смарт-вотч. Welcome. Но это в моем понимании, опять же. Давайте не будем по поводу этого дискутировать. Почему? Потому что у каждого есть свое мнение, а во время спора никогда из оппонентов не приходит к чужому мнению. Это логично, потому что в течение спора мы оба пытаемся найти контраргументы, которые сами нас же убеждают в нашей правоте. Пейс сильно хуже Стратосов, Кузьма. Нет. Они просто воды боятся. Повторюсь, привет, 11.11 хочу заказать Mi 8 на 64 гигабайта, но не могу разобраться, как работает твоя ссылка на кэшбэк и чем Mi 7a лучше, чем Mi 8. А вы можете любым кэшбэком пользоваться, можете моим. Там нужно регистрироваться долго и упорно, и потом активировать кэшбэк, желательно его прям в статус-бар у себя. Короче, он интегрируется вам в браузер, и потом накручивается. Ну, деньги не сразу приходят, в общем. Кофе, какой ужас. Далее, каждый выбирает себе вещь, которая будет его убивать быстрее, чем просто воздух. Польза, как это насекомое загонить? Понятия не имею. Да ты чего, выпьешь чашечку кофе, зерновой, это наше все. Так я зерновой луплю пачками. Фитнес-трекер, окей, желаю, ну хорошо, фитнес-трекер, окей. Вы можете Пикачу как хотите называть это. Желаю тебе 1 миллион подписчиков. Спасибо, Пума. О, Ван Гог дошел до нас. Привет. Здорово, давно идет. Час 8 минут. Не забываем прожать лайк. Что-то я как-то часто начал об этом напоминать, но давайте сделаем скидку на то, что час 10 идет стрим и 309 лайков, при том 259 человек. Стабильно сидит где-то 70, чтобы вы были в курсе. Можете заказать регистратор 70 MaiLite. Заказал. Сократ говорил, в споре рождается истина. Сократ много пил. 70 минут идет стрим. Жена, люблю тебя. Жена терпит второй стрим подряд. Запомните, вчера я 3 часа вот так просидел. 2,5 так и полчаса со спонсорами. Со спонсорами у меня идут отдельные стримы, которые пока идут довольно странные, потому что когда на стриме сидит 10 человек, это больше уже как посиделки. И желательно, наверное, чтобы это были посиделки с пивом либо кофе. Кому что, мне кофе, допустим. Но вот не собраться нам. Ван Гог, здорово. Саша, скажите, пожалуйста, как должны правильно вести себя наушники? Диана, я вам уже написал в ответе в комментарии. Диман, интересно ваше мнение по презентации Xiaomi Mi Watch. Как думаете, выйдет ли что-нибудь интересное? Лучше что-нибудь взять, что-нибудь из GTS, GTR. Диман, я открою вам страшную тайну. Я не смотрю принципиально вообще никакие презентации. Почему? Потому что у меня на это реально нет времени. То есть у меня есть девайс на обзоре, я в нем разбираюсь. Я гипотетически не могу даже представить, сколько часов в сутках у тех людей, которые эти презентации смотрят. Конечно же, это вкусная тема из разряда того, что перевел, посветил лицом, улыбнулся и рассказал, что, блин, девайс будет топом. Девайс приходит, если ты со всеми договорился, ссылочку, говоришь, что он топ, девайс приходит хлам, не договорился, пишешь хлам. Ну, то есть это утрировано. А по факту я не верю, что они за разумные деньги сделают супер какие-то часы. Скорее всего, будут они стоить космос, скорее всего, год они будут допиливать прошивку. И, скорее всего, это будет жалкое подобие левой руки. Я думаю, те, кто анекдот этот знают, понимают, что я имею в виду, что копия Apple Watch всегда будет копия Apple Watch, просто иногда дорогой. Надеюсь, Xiaomi сделают дорогую копию Apple Watch, и мне будет о чем рассказать. Почему не пьешь? Алексей, очень просто. Александр, сейчас по поводу весов, пока не улетел вопрос. Пикук у меня весы, притом это единственная вещь, наверное, из русских. Короче, Пикук мне завезли весы, я честно скажу, но я их юзаю до сих пор. Чуваки, которые завезли, притом они посчитали, что у меня обзор был ужасен, в общем, и в итоге больше мне ничего не посылали. Не знаю почему, ну и черт с ними, потому что деньги за обзоры я не беру, а девайс мне понравился. Но вот эти все штуки я сам покупал. Вообще здесь все, что здесь вот лежит, сам покупал. Пикук это одни из весов, которые, в принципе, не покупал. Вот. И Xiaomi-шные весы я не покупал, потому что на них ужасное количество большое негативных отзывов. А по поводу алкоголя, почему не пью? Потому что у меня нет на это времени, не пью я уже, каждый стрим буду напоминать, 10 лет и уже 14 дней, 2 недели. Потому что с собой поспорил, что 10 лет смогу не пить даже в моем пьющем окружающем обществе. И как-то выходит, в общем. Вот. Польза часы с NFC для Украины, что-то с Google Pay. Артем, я думаю, что лучше всего
То, что с Google Pay и то, что дружит с Google, это самсунговские. Пропустил стрим, как все-таки разочаровали GT2. Почему? Евгений, я обязательно сохраню этот стрим. Мне не только считаю, что Huawei Watch GT2 хуже, чем Stratos 3, но и Stratos 2 лучше, чем Stratos 3, тупо внешне, потому что красивые. Знаете, вот как в этих в легких комедиях женских, либо в чем-то подобном. Ну, я ношу вещи, потому что они мне нравятся, либо не нравятся. Я покупаю вещи, потому что они мне нравятся, либо не нравятся. Какой функционал у часов? Здесь симку не вставить. Окей, здесь симку не вставить, здесь симку не вставить. Здесь есть динамик, микрофон, динамик, микрофон, динамик, микрофон. Без телефона звонить нельзя, без телефона звонить нельзя, без телефона звонить нельзя и все. То есть при наличии телефона вы будете доставать часы, чтобы по ним звонить. Серьезно? Гарин, огромное спасибо за чашку кофе. И не забываем прожать лайк. Спасибо, Гарин. Дальше посмотрим. Glio Ink Smartwatch. Прикольная идея экрана. Может быть, Сергей, скинь мне в ВК, может быть, куплю. Я вижу, что Таракан пытается что-то написывать. Друзья, если вы банитесь, то у меня несколько модераторов, которые мне благополучно помогают. Спасибо им за это. А вы делаете глупости, тратите свое время и разгоняете мой канал. Чем больше негативщиков, тем больше людей, которые не нравится вот данная штуковина, тем лучше, потому что... Как говорит Тьюб и правильно делает в рассылке для блогеров, что помните, что лучшие ваши подписчики – это хейтеры. Только они смотрят все ваши видео. Вот, как бы так. Артем, красава, просто всегда отвечаешь и помогаешь. Артем, я не всегда могу чем-то помочь, но стараюсь. Туалетная бумага от Xiaomi есть. У меня нет, но я штуку жалко мне тратить. Может, куплю и правда. Но это как-то уж совсем жестко, мне кажется. Бинокль от Xiaomi будешь обозревать? Антон, я в этом не разбираюсь. Вот не знаю, что я могу рассказать. Красивый. Пользу у тебя Mi Compact Bluetooth Speaker 2 есть? Я не помню. У меня какой-то был спикер от Xiaomi, но у них не очень хорошие колонки, поэтому я их не заказываю. То есть, опять же, чтобы вы понимали, я открываю, допустим, какой-то девайс. Вот у меня корзина набита сотней девайсов. Я читаю отзывы в Китае, в США, на Амазоне, смотрю американских блогеров. Почему американских? Потому что даже когда им завозят бабло, они как-то в конце говорят вот так: резюмирую, мне не нравится. То есть ты вроде смотришь 10 минут, чувак топит за какой-то девайс. Он такой говорит: это очень крутая штука. И через 10 минут, но для моих подписчиков, которые полностью смотрят обзор, это хлам. Я его не советую. Вот за это я очень сильно уважаю блогеров за рубежом. Но говорят очень быстро и довольно сложно разбирать, особенно все эти английские диалекты. Привет, подскажи, чтобы извините, умные часы, чтобы с айфоном работали нормально, была возможность управления треками. С айфоном только Apple Watch. Есть Apple Watch, есть iPhone, покупайте Apple Watch хотя бы за 13 тысяч третью версию. Но от третьей версии до третьей версии все лагало. За пользу и двор Model Party давайте не будем громкие такие слова. Спасибо. Тим, простыл или пресет на микро другой? У меня вообще пресетов никаких Тим нет на микро, поэтому простыл. В Питере вообще не простыл. Даниил, здесь можно платные сообщения посылать. Вот, либо становиться спонсором. По поводу донатов. Но лучше, самое главное, не забываем прожать лайк. Я надеюсь, что кому-то был полезен. GTS-ки мы все-таки сегодня разыграли. Я уверен, что человек их получит уже и будет рад, и настоящий человек. Нет, не заболел, просто в Питере чуть-чуть какая-то вирусяку поймал, плюс жил у мамы в гостях, и поэтому у нее кот, у меня мини-аллергия. Вот. Кратко так, наложилось. Саша, термобелье будешь обозревать? Зима близко. Олег, по поводу термухи, я вам скажу, это такая одна из тех вещей, которую ты протестируешь, посоветуешь людям, а кто-то заболеет. Ну, как-то на тоненького. В общем, я подумаю, как это сделать. Идея очень хорошая, Xiaomi-шных, наверное, термух куплю. Что все-таки моя тема канала. Что за часы слева? А это Midge Watch. Хорошо, кстати, выглядит. Вот. Мне нравится, я их иногда ношу. Почему я их положил? Потому что вот это все смарт-вотч, и эти для меня тоже смарт-вотч, потому что они считают шаги, и вибро у них есть, ТЧК. Для меня самое критичное в Huawei это то, что кроме своего приложения никуда данные, трек, пульс и прочее не скинешь, и ни в Strava, ни в прочее. Вот, да, это в Huawei вообще просто мракобесие. То есть вы покупаете топовый девайс за безумные деньги и обрезаетесь, допустим, Run Static, не можете Strava, вообще ничего не можете, это разбить. Но не разбить, потому что 15 тысяч, и мне нужно делать на них обзоры еще. Спасибо за стрим, удачи на канале. Подскажите, пожалуйста, ТВС-наушники вакуумные с нормальным микрофоном. Дмитрий, есть топ-5 наушников с лучшим микрофоном, по моему мнению, на канале. Посмотрите. Я знаю, можно заказать эти часы.
Можно. Посмотрите обзор на канале, есть стрим на него. Польза, как считаешь, Redmi Note 8 Pro хороший выбор? Нет. Для игры точно нет, для съемок видео да. Да, термобелье будет актуальным. Окей. Илья, разрешите мне зайти, я в деле. Илья, спасибо. Лайк. Завтра будет ролик? Нет, наверное, Антон. Завтра у меня работа, и вряд ли я осилю это дело. Хотя постараюсь. Но если что, следующий ролик не будет особо интересным, потому что я буду рассказывать о огромном принтере просто. Ну, мне он нравится. И я думаю, кому-то все-таки, у кого очень много денег и есть дети, будет интересно тоже. На Stratostream можно во время запущенной тренировки запустить управление музыкой? По-моему, да. Только ты сначала запускаешь музыку. Вот. А потом я их не тестил, у меня вот сутки прошли. То есть за эти сутки я помучил куртку, разобрал дальше посылки, еще, кстати, не все, повесил пылесос Xiaomi-шный на стену, который тоже буду обозревать. И настроил этот принтер, потому что на него у меня ушло, наверное, часов 7. 326 лайков, уже 325. Спасибо большое. Не забываем прожать. Мне будет очень приятно. Вы помогаете сильно развитию канала, потому что стримы — это такая вещь, которую никто, в принципе, потом не смотрит. Но я понимаю, что какой-то отклик есть, и я был вам полезен. А вот на такие вопросы отвечать намного проще вот вербально, чем печатать каждый раз. Да и вы сами слышите ответы другим людям. Дальше Феш, Блицвульс, Феш 6 пришли, не Ван Гог. В бассейне как себя третьи ведут? Так же, как и вторые, нормально. Но опять же, вертолеты. Вот по поводу бассейна я не читал ни одних часов, чтобы ни одни часы хорошо считали грибки. Вот у меня стратосы вторые, кстати, считали норм. Но относительно. То есть больше километра я не плавал. 2, по-моему, плавал. Но на двушке уже 10% была погрешность. Так что так. Как лайки ставить? Да просто под видео лайк. Stratos 3 это именно часы или фитнес-часы? Call Wolf, еще раз, Stratos 3, Stratos 2, Stratos 1, Huawei GT. Нельзя вставить симку, если вы хотите на этот вопрос, вопрос такой у вас. И нет здесь камер, с них нельзя ответить на сообщения, с них нельзя звонить без телефона. Ну вот эти могут звонить с телефона, здесь микрофон и есть микрофон и динамики. Вот. На громкой связи, соответственно. Громкая связь у GT2 норм, даже хорошая, я бы сказал. Но расстояние 25 метров, никаких 150, как вы в некоторых роликах увидите, здесь нет. Можно ли на него устанавливать сторонние приложения? На Stratos, по-моему, да. Да. Там через костыли. Ну, в общем, как-то я устанавливал. Не на них, а на Pace я устанавливал. Да, можно. Почитайте 4 PDA, там четко описано. У меня даже, по-моему, на каком-то стриме есть, как я установил. У меня 44 лайка, тут на стриме это как? Ничего не понял, но потому что вы не обновляли страницу. А какие страницы, часы взять до 15 тысяч рублей? Иван, вот все это до 15. Это Huawei GT2. А вам они нужны? То есть, Иван, для чего вам нужны часы? Сначала вы решите, а потом уже пишите, какие купить. До 15 тысяч рублей я бы посоветовал Apple Watch 3 серии, если у вас яблочный девайс, однозначно. Что за термобелье? Просто со стрима уходить неохота. Это белье, которое в подштаннике, скажем так, подштанники, которые вас будут греть лучше, чем просто подштанники, высокотехнологичные, которые будут быстро выводить пот с одной стороны, а с другой стороны не будут позволять вам замерзнуть. Заказал Solid GTR как бы глобальную версию, там гарантированно будет русский язык, да, однозначно, и если этого будет не так, вы сможете открыть споры, я уверен, что вам чуть ли не все деньги вернут. Дальше, пользуя про колонку, мало да удал. Маленькая, да, есть еще, валяется где-то. По-моему, у сына. По-моему, он ее даже эпизодически юзает. Спасибо, не в курсе, когда стратосы с сапфиром будут. Не в курсе, и вы имеете в виду третьи стратосы. Ввиду того, что я 2 месяца, имея наличку, не мог купить вот эти часы, я скажу, что я даже боюсь представить, когда стратосы такие будут. Потому что безумное количество, безумный ажиотаж. Почему безумный ажиотаж, можете прекрасно понять. То есть они продают больше, чем могут произвести. Почему? Потому что людям нравится, потому что девайс хороший. А Samsung Pay нет в Украине. Да ладно. Я знаю, что тиквотчами расплачиваются в Украине через VPN. Вот, Runkeeper на Stratos поставится. Павел, Runkeeper, не знаю. Саму программу сюда? Не уверен. Подскажи, пожалуйста, хорошие часы с Wear OS? Нет, я считаю Wear OS тормознутая лабутень. К UC T5 будет обзор? Да, я их заказал. Привет, можешь подсказать видео с лучшими аналогами Xiaomi Redmi AirDots? Топ-10 наушников до $20 на канале. Посмотрите, вот там все лучшие или такие же.
Скажи, please, Amazfit Bip или Amazfit Pace? 100-й раз спрашиваю. Если вам нужен Puma, у меня приходит только, по-моему, в общем, проще говоря, Pace. Pace, потому что вы сможете потом нагрудный датчик к ним подсоединить. Но если вам не нужен нагрудный датчик и музыка в часах, то тогда Amazfit Bip. Про какое термобелье речь? Про обычные вертолеты. У Xiaomi есть термобелье, может быть, я его куплю и расскажу о них. О, еще стрим за часы. Про часы лучше завтра подождать, чего Xiaomi теперь ставят. Прям интересно. Мне интересно будет только, когда они мне в руках окажутся. Сергей, расскажи, пожалуйста, про функцию во время восстановления после тренировки. Сергей, она адаптируется у Стратоса вторых, я думаю, у третьих также под вас. То есть она может показывать вам после трена, допустим, 20-ку пробежали, показывает вам 3 дня нужно восстанавливаться, потому что пульс зашкаливал, еще что-то, вы в них поспали, они выгрузили, соответственно, в телефон статистику, телефон выгрузил дальше в облаке подсчитали и сказали: мужик или девушка, а вы уже отдохнули, поэтому не 3 дня, а через 16 часов вы уже будете готовы бежать. А потом вы ходите, они видят, что как-то чувак бодрячком, мужичок-то бодрячком, и говорят: а ну-ка беги ты через 6 часов. Вот примерно так она и работает нормально, я скажу, вот, по моим ощущениям. Рассматривал когда-нибудь для обзора гибридные смарт-часы Zeb Lace? Не, я уже купил TicWatch, спасибо, Оливер. 13 тысяч на помойку. Саня, какие тики не мучил? В плане удалить сервисом обои через АБД. Гарин, я уверен, что из любой хламантины можно сделать конфетку. Я просто из тех людей, которые считают, что если я трачу 10 штук плюс, там должна быть конфетка. То есть, если TicWatch или эти, однозначно эти. Да, даже вот, как бы дилеммы нету. Вот. Дальше. Что за мультитул на фоне? О нем я расскажу, это просто так вот. Тестю и его тоже, чтобы не скучно вам было смотреть на стол. Не забываем прожать лайки, 359, давайте до 400 доведем, мне будет приятно, вам ничего стоить это дело не будет. Привет, какие часы Xiaomi могут ответить на звонок и нормальную автономность? Только у Verge 1 и Verge 2, вот эти Nexus, есть функция микрофона динамик. Вот. И здесь даже есть eSIM. То есть с них можно звонить, как бы так. А на каких часах реально пользоваться аудиосообщениями в Telegram? То есть, чтобы вы записывали и отправляли, ни на одних из этих часах нет этой штуковины. У OnePlus есть функция клона приложений. Не понял. Так, Stratos, это у которых стекло из датчика пульса вываливается, спасибо, не надо. Дис, вы понимаете, что чем больше девайсов продано, тем больше брака? Это при любом раскладе. То есть, учитывая, что они продают их сотнями тысяч, то логично, что это какая-то лабутень. Вот. Дальше. Привет, планируешь обозревать нормы часы от Xiaomi? Новые часы, конечно, планирую. Дальше. Хотел узнать, что про какие-то носки сказал, чтобы тепло было в кроссовках зимой. Columbia носки, вообще топ. Columbia и Соломона зимние. Привет, на столе не хватает GTR. Они есть. Да какой? У меня все Xiaomi-шные часы есть. Вы хотите для колорита? Я могу и Verge еще выложить. А вот это то, с чего я, образно говоря, начинал свой спортивный путь. G-Shock детского размера. Вот. Вот это нормы часы. Дальше. Так. Сколько будут стоить Amazfit Pace во время скидок 11-го? Говорят, что есть в районе 4000. Повторяю вопрос, какие часы с Xiaomi могут ответить на звонок и имеют нормальную автономность? Еще раз, никакие. Только Verge и Pace, Verge и Verge 2. Вы можете посмотреть по автономности обзора и решить для себя, нормально они для вас или нет. Это понятие такое растяжимое. Какие нормальные часы есть? Командирские нормальные часы. Вот. Есть ли сервисы выгрузки, загрузки статистики между разными программными платформами? У Amazfit'ов очень много. У Amazfit'ов есть такая программка Notify Fitness. Я ей не пользовался, я пользовался только бесплатной версией. Там прошку можно юзать неделю. Вот я ее периодически на разные телефоны ставлю, чтобы протестировать. Вот оттуда можно выкидывать что угодно, куда угодно. Кратко. Дальше. Клон приложения – это возможность разделения одного приложения на несколько с разными аккаунтами. Понятно. Спасибо, Александр. Канал у вас очень хороший, только автор на стримах порой слегка уставший. Дмитрий, ну, это жизнь. Как Bon Jovi пел 2 раза, да? It's my life. Какими телефонами пользуешься? Redmi Note 7, Huawei P20 Pro основной, Redmi Note 8 Pro и вот такая вот Xiaomi-шная радость Queen 2.
Вот, мне нравится. Прям такая штука, прям вообще лапусик. И еще, ну, потом увидите. В общем, включи для фона Стинга. Да, и потом меня забанят за Стинга. Нет уж. Нет уж. Каким так дальше? За 1000 Коламбию покупал, за 1500, по-моему, я покупал Коламбию. Вы имеете в виду носки? Может, даже дороже чуть-чуть. Какие купить часы другу на день рождения? Насколько у вас много денег? Купите Apple Watch 5 серии. Привет, подскажи, заказал на Али Redmi Note 7. Оригинал, надо ли перепрошивать телефон? Нет, у вас он будет на русском языке. Вы имеете в виду глобалку? Apple Watch 3 можно использовать с Android? Можно, но там будет чуть-чуть порезано. Правильно, ЦИН, как династия. Окей. Конечно, автор уставший на одни и те же вопросы отвечать по 50 раз. Ну, спасибо, Павел, вы еще здесь. Очень приятно. Columbia в Outventure, как тебе Outventure не нравится? Обзор на QN2 будет? Он был. Алексей. Алексей, я выпиливаю очень много обзоров, вы просто не замечаете. Я так бодро вести дискуссию могу только бодрым. Нет, Павлита, я сегодня подуставший, потому что вчера был стрим на 3 часа. На Staratos 3 есть многозадачность? Нет. И на Huawei Watch GT 2, как я знаю, точно нет. Но опять же, Huawei Watch GT 2 я до вас вытащил из коробки час назад, а вот эти, час 30, честно, 2 часа даже, чтобы фотку сделать и обновить, потому что неохота сидеть на стриме 1,5 часа и говорить, они обновляются, давайте поговорим о чем-нибудь, я понятия не имею, что в часах, вот, поэтому я более-менее ознакомился, но не глубоко. Stratos и 3 у меня уже в течение суток, в них я спал, спать в них удобно, хотя они пузатики, и пузатики не больше, чем Stratos 2, ввиду того, что Stratos 2 для меня были удобные, вот так. Бипы на стол. Серьезно? Как футболка, какие бутсы? Для футбола какие бутсы выбирать? Вы бежите в сток Nike и покупаете там их, вот, кратко. Вот, и там дешево будет. Найковские бутсы лучше всего, мне кажется, из разряда таких популярных. Есть еще, конечно же, фирмы лучше, но вот из разряда популярных Nike. Стрим видно, что на кофе ведется. Не понял, но окей. Во сколько будет презентация, Саня, будешь ее стримить? Не, я такими делами не занимаюсь. Во-первых, могут заблочить канал, а во-вторых, вот так. Удачи и развитию канала, скоро 100 тысяч обоим. Жду завтрашнюю презентацию. Как думаешь, сколько часики на Wear OS проживут? Неделю, не знаю. Дальше. На кофе? Ну, нет. Почему скрываешь лицо? Потому что SetSick, у меня техноканал, вот. И все, наверное. Там причин очень много. Рано или поздно у меня выползет мой фейс. Он есть. Инстаграм вам в помощь, Фейсбук, Контакт. А так, зачем он вам? Я вас читаю, вы меня слышите. И вы видите девайсы. Возможно, что-то вас интересует, я вам рассказываю. Допустим, сегодня у нас интересная тема, это Watch GT 2. И не Watch GT 2, и не Stratos 3 я не советую, а советую я Stratos 2 из всего этого. Либо Pace, либо Бипы. Вот они 3 часов, которые я советую. А все остальное это лешая такая штука. Ну, Nexa может быть. Я говорю, много очень всякого, но когда у нас что-то делается для больших доходов, это делается для больших доходов. И то, что для них является классикой, допустим, вот этих Huawei Watch GT 2, для меня это является дизайнерским дном. То есть они сделали что-то, что при взгляде на что желание сказать, что ты зачем с Китая за 2 штуки часы заказал. Вот, примерно так. Но это опять же, сейчас обидится еще чертова туча людей, у которых есть эти часы. Я в них ничего не понимаю, вот в плане дизайна. Вот мне они не нравятся, точка. Есть еще другие негативные какие-то моменты, но конкурс на 100 тысяч человек будет. iGadget, у меня столько конкурсов, я говорю, вчера 3 наушников, а сегодня часы. Ну, в общем, все будет. Будет, конечно. Что-нибудь придумаю. Привет, посоветуй умные часы. Основные требования: возможность закачивать и слушать музыку через Bluetooth наушники, автономность и презентабельный внешний вид. Нравятся круглые формы. Через Bluetooth наушники. Ну вот. GT2. Либо Stratos. 2 и 3. Вот так. Вот они, ваш выбор, Евгений. Музыку можно закачивать везде. Слушать через Bluetooth наушники. И автономность 5 дней, 7 дней, 10 дней. Примерно так.
Model Party уже покидал, но вы блочите, я не вижу этих сообщений, честно. Я не знаю, кто там еще пишет, но давайте не будем об этом. На то мне и нужны модераторы. Пользы бывают проблемы с GPS и GTR. Спасибо модераторам большое. Не забываем прожать лайк, вас 230 человек. Уверен, что кому-то из этих людей нравится мой стрим. Спасибо, что вы его смотрите. Делаю этот стрим я в первую очередь подписчиков, а во вторую очередь для людей, интересующихся. Даже если вы не мой подписчик, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Возможно, пригожусь вам не раз, и потом вы решите подписаться. Мне будет приятно, вам будет полезно. На то польза, нет. Дальше. Huawei к какому телефону подключен? К Redmi Note 7. Вот этому. Привет, ты можешь сделать обзор, где четко и по полочкам расложить все эти страшные GTR, GTLs, я запутался в них. SIP-HAC, XAH. У меня есть обзоры на все эти девайсы на канале, вы можете посмотреть в папке «Умные часы». Есть еще топ-5 умных часов и еще много всего. Puma, спасибо. Привет. Будет обзор на новый Xiaomi Mi Notebook Pro. Иван, вот по поводу ноутбуков Xiaomi, конечно же, я, наверное, когда-нибудь рожу из себя вот эти 60 тысяч рублей-100 и куплю его. И, возможно, я буду даже за него топить, но я сильно сомневаюсь, потому что у меня Asus ROG Strix на столе, я его ремонтировал 2 раза по гарантии. Я на нем пилю обзоры. И покупать ноутбук не в России выгодно. В России есть просто бешеное количество аналогов за те же деньги. Вот. Притом безопасно. Как бы я, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Я постараюсь сделать обзор, и, возможно, он будет непредвзятым, но это как-то сложно, когда ты за 70 тысяч покупаешь девайс. Вот за 15 тысяч я могу купить часы и сказать, они хлам. Ну, не нравятся они мне. Они неплохие, то есть в них нет косяков, но они недоделаны. Симки нет, до свидос. 15 тысяч без симки? Серьезно? Цветной экран, ну отлично, говорю, вот Nexa, цветной экран, симку можно вставить. Nexa 12-11 тысяч, 15 тысяч, eSIM, правда, но все равно. Здесь у нас не NFC, ничего вообще просто. Разбей и выброси. Часы с будильником стационарным настольно имеется Xiaomi? Вроде да, и не одни. Когда полный обзор на Stratos 3? Игорь, я вчера их распаковал. Вы хотите, чтобы я пилил обзоры просто из разряда «я получил часы, мне нужны просмотры»? Я так не делаю. Вот, карму портит. Портит карму такой подход. Не забываем прожать лайк. 376, может быть, до 400 доведем. Будет очень круто. Puma +1 подписка на тебя. Спасибо. Стрим, конечно, нравится, и видео все понятно и общительно объясняется. Общительно объясняется. Спасибо, Алексей. Мистер Оливер, скажи, если сравнивать Honor FreeBuds OnePlus Wireless 2 и Meizu Pop 2, что лучше? Вы имеете в виду не OnePlus Wireless 2, а буллетсы вторые? Буллетсы вторые однозначно. Потому что любые затычки лучше вкладыши, почти любые. Посмотрел видео о ушах до $20, но все хочу услышать твое мнение. Купить AirDots или рассмотреть другие варианты. Я AirDots не советую, но не советую. У них много брака. Если вы морально готовы к браку, берите. И плюс у них есть шумы. Хоть убейте, есть шумы в них. Какие ты любишь часы? Stratos вторые. Вот мой топ. На данном этапе жизненного развития Stratos и, если нет денег, Бипа. Эконом-класс 9000, 4000, и вы будете рады. Есть брак у всего, все дохнет, все можно разбить. Вон, я говорю, отколол в первый день у Nexa экран, но не говорю, что часы дно. Вот, 300 тысяч раз нот. Вот. Польза, наконец, зубы вылечила. Думаю, теперь покупайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ну, Руслан, если вы не играете в игры, покупайте. Если играете, не покупайте. Лови лайкос, крутой канал и круто все объясняешь. Спасибо большое, Руслан, еще по поводу Xiaomi Redmi Note Pro 8 Pro, они через какое-то время при съемке в 4К высвечивают сообщение: я перегрелся, до свидос. Я такого ни у какого телефона не видел. Чтобы вы были в курсе, вдруг вы не знаете. Пусть быстрее идет регистратор, я очень тоже на это надеюсь. GTS с бипом, это бип-самолет? Да, примерно так, если кратко, только автономность меньше. Дальше, добрый вечер. Какие кроссовки Xiaomi лучше взять на широкую стопу? Игорь, если у вас большой город, вы сходите в магазин любой, который торгует Xiaomi-шными товарами, и померьте. Это я не из разряда сарказма. Вообще обувь лучше мерить. Я покупаю ее, потому что меня просят. То есть я для себя уже выбрал, что для меня лучше мизуновские кроссы, лайнинг мне очень понравились, вот эти там за 1700 Ну, то есть я считаю, что обувь должна стоить дешево, потому что конкуренция большая, фирм очень много, и качество нужно покупать задешево, а не вот этот хламантин по 15 тысяч рублей, по 10. Вот.
Что ты скажешь про Amazfit Verge Lite? Я считаю, что вообще я лайтовские версии не особо рассматриваю. У меня есть Beep Lite, и о них никак не могу выпилить обзор, хотя просмотров будет много, но нет времени. Потому что мне не особо интересно, если честно, о них рассказывать. Нет GPS и все. То же самое с Verge. Что там Lite? А что там поменялось? Мне не кажется, что особо много. Павел, а смысл делать обзор на нагрудные датчики? Polar H7, H10. У меня кто не спрашивает, я отвечаю так. По китайским я 2 раза заказывал, оба раза мне их не выслали. Я не знаю почему. У разных продавцов разные нагрудники. И мораль-то какая? Мне не на что делать обзоры. Вот. Как черная метка. Это как с Блицвульфами. Вот. Очень долго они все время до меня доходят, их товары. Стоит брать Air 2 Pro или лучше Honor FlyPods? Honor FlyPods лучше, если есть на них деньги. Привет, что скажешь про Amazfit Verge? Так. Юра Череповский, хочу быть админом. Хорошо. Андрей, говорят, что уши-затычки вредны для ушей, болезни там, выделение серы и так далее. Андрей, да, есть такое дело. То есть нужно чаще чистить уши. Чем чаще вы закрываете свои ушки. Я об этом говорю иногда на стримах, иногда в обзорах. Лучше всего накладные. Дальше. Huawei FreeBuds 2 Pro нельзя переключать тапами музыку. Почему нельзя? Можно. Александр, хотелось бы увидеть правила для чата и правила модерации для нас. Опа. А где мне их прописать? Вы уж простите, я не в курсе. У меня стримов было пусть и много, но как-то я на этом не особо специализируюсь. Просто сейчас столько тем. И плюс сами люди спрашивают, примерно там 100 человек одно и то же. Поэтому еще стрим. Ну а сегодняшний стрим исключительно потому, что мужик сказал, мужик сделал. Вы прожали мне вчера 500 лайков. Я сказал, будет 500 лайков, распакую при вас GT2. Вот распаковал, рассказал. Как бы так. Дальше. Weiser B6. Видел обзор на наушники? Нет. Weiser плохая фирма. Ян, если вы спросите у тех, кто покупали, у них ужасные продавцы. И иногда они высылают, конечно, хорошую технику, а иногда хлам. И долго ну, в общем, у меня плохое отношение к этому продавцу, который единственный продает, потому что он и является производителем. И тем более у них все наушники одинаковые по звучанию, в моем понимании, опять же. Мне не очень, мне они нравятся, но не так сильно, чтобы по них рассказывать, как о Xiaomi-шных девайсах, допустим. Может, об S6 расскажу, но не вижу смысла, да. Что-то я слишком много говорю о Weiser. Приветствую, такой вопрос. Есть ли в GTR Always On Display с аналоговым оформлением, как выглядит? Есть, Алекс. У меня на канале, кстати, он есть. Вот, можете посмотреть. Дальше. Что еще? Польза. А что взять, когда вместо Note Pro 8 Pro? Руслан, вы на 4 PDA зайдите. Я бы Mi 9, либо просто восьмерку, либо Redmi Note 7 Pro, допустим. Не знаю, посмотрите. Я опять же не советую, потому что у меня такое мнение о девайсах подобных. А в принципе они все очень близки. Может, мне просто не повезло с телефоном. Стоит ли брать для бега по асфальту какие-нибудь кроссовки Lightning? Да. Почему нет, Евгений? Но нужно хорошенько про это почитать. То есть, когда вы выбираете модель, нужно посмотреть, на какой вес, на какую пронацию и т.д. и т.п. Либо покупать Mizuno Wave Rider 21 за 6000. А сколько лайков еще надо-то? В плане чего? Чем больше, тем лучше, Илья. Тут нет... У меня есть какая-то морально, вот там 4 сотни сегодня набрать лайков, и все. И вроде бы стрим был не зря. Значит, все, какой-то фидбэк есть. 400 человек посчитало, что стрим был полезен. Во всяком случае для них. Тимофей Григорьев. Какие минусы у GTR, если не спортивная составляющая? Спортивная составляющая не важна. А какие плюсы тогда, Тимофей? Если спортивная составляющая не важна, у них есть GPS-модуль, а динамика нет, микрофона нет, NFC, расплатиться ими нельзя. Что еще? Камеры нет, звонить нельзя, сообщения писать нельзя. Ну, как бы, хорошие часы, мне нравятся, если честно. Где ты проводишь обзоры, стол какой-то невзрачный. Это фон. Блин, опять оповещение на стриме не пришло. Всем привет, давно идет. Варвар, ой, как давно. Уже 101 минута, и, по-моему, мы будем уже заканчивать. Почему у вас нет обзоров на уши Blue Dio? Их продают пачками. Бадр. Я купил 2 пары за свое время, вот суммарно эти, одна у меня умерла и вторая. Я не часто делаю обзоры на то, что у меня подыхает во время тестов. Я не буду рассказывать о девайсах бренда, который конкретно мне попадал либо с браком, либо я не знаю, почему они у меня дохнут. Мне не везет с ними. Stratos 3 включен Always On Display? Да, он есть.
Как он может не включен? Это вот он, Stratos 3 и Stratos 2. В GT-шках тоже он есть, я просто еще не ползал в настройках. Да, спасибо большое за лайки, всем, кто проставил, мне было приятно. Завтра будет стрим или уже воскресенье? Пума, не раньше воскресенья, это точно. Про мультитул скажи. Про мультитул мне понравился, когда я его протестю по-хорошему, и когда я его сравню с чем-то эпичным, обязательно получится обзор. Я получил ответы на мои вопросы, стрим прошел не зря. Евгений, вот и все ответы на мои вопросы, спасибо. Honor FlyPods можно перематывать музыку тапами? Как понять? Нет, по-моему, нельзя. Кратко ответьте, норм часы или нет? Мне не понравились Варвар внешне. Я скажу так, Варвар, посмотри, норм часы или нет? Ты дашь, ну, как бы за них 15 тысяч? Так, положа руку на сердце. Как можно вот это дело советовать? Я не знаю. Ну, как бы да, если у тебя канал миллионник, то можно топить за это дело. А так, ну, сделали для дядек, у которых Porsche, наверное. Я не знаю, для кого они это сделали, но, в общем, для кого-то они сделали. И я тоже не хотел бы давать, но дал. Что скажешь по поводу маленького телефона? Понравился? QN2, да, ну, говорю, свои, это для фанатов. То есть, такие штуки для фанатов. У него нужен как звонилка и фильмы прикольно смотреть. Маленький такой. Вот, если кратко. У меня там ручка есть очень крутая. Сейчас я попробую ее найти. Не смогу я ее найти. Просто в бешеном количестве хлама, потому что я недавно приехал с отпуска, и у меня тут полный триндец. Распаковывал 2 суток посылки. Семья у меня вообще не видела. Стримы, посылки, обзоры. Вот. Дальше. Что скажешь по поводу маленького телефона? Ответила, на Maybach стоит своих денег? Конечно, да, но опять же, самые-самые простые. Я лучше на лялик 15 тысяч выкину. Согласен на 100%. Что за модели? Я про мультитул. Nextool, расскажу по внешке, на 7 тысяч максимум. Есть такое дело. Ну, до десятки это точно. Все готово, 3 еще поставили. Да, Илья? Mission accomplished. Пользы я не отстану, когда обзор на MSFit GTS глобальной версии. Андрей, ну дай мне сначала эти послать. А потом, зачем вам обзор на глобальную версию от меня? Там есть GPS, обзор закончен. Русский язык есть, ТЧК. Вот, ну, наверное, куплю, наверное. Но это довольно так странно. Для мониторинга бега, лыж и велика GTR нравится. Нравятся Stratos 2, но жаба давит на такую автономность. Еще раз, беговые лыжи нет вообще в MSFit'ах ни в каких. Вы можете купить Pace и бегать в них. Но плавать в них нельзя. Вот. Хорошее ли лезвие на электробритве за 10 баксов? И вообще, каково ее качество? Спасибо. Игорь, норм. На 10 баксов у нее качество. Может, на 30 даже, потому что я ее юзаю. Советуешь ли купить Mi Band 4? Конечно, да. Привет, жду презентацию Mi Watch. Цену твоего обзора, когда просядет цена на них. Ну да, и я жду. Но не презентацию. Я жду, когда они начнут их продавать, и я смогу купить. Андрей, ты лучший обзорщик. Я очень рад, что вы меня смотрите все. Спасибо, Андрей, и хуже я точно не стану. Вот. Но ваш опыт для меня самое, наверное, главное, он в первую очередь бесценен, потому что, я говорю, 95%, наверное, того, что сейчас появляется на канале, это то, благодаря, ну, что вы просите на обзоры. Так, вот так посмотришь, плюнешь и Polar 430 купишь. И правильно сделаешь, Дмитрий, только с нагрудным датчиком. Обзор на зубные щетки, когда? У меня есть, Ренат, несколько обзоров на зубные щетки, мне пришло еще 2, я их тестирую, я же не буду, я говорю, можно выгружать из разряда, вот я сейчас получил, и они мне понравились, но я так не делаю, я тестирую сначала. Я думаю, в ближайшее время расскажу, потому что они очень похожи на то, что у меня и есть. Havit G1 Pro придет, жду обзор. Нет, не придет, Егора, я на Havit G1 нормально нагрелся, поэтому я больше не буду, ну не про Pro. Они мне не влезут в уши, я хороший обзор не сделаю. Может быть, но вряд ли. Так, продавцы не хотят скидку на джип делать. Я им пока еще даже не писал, если честно. Но с корзину себе закинул. Обязательно напишу Варвар. И если дадут, то я отпишусь. Для велосипеда какие часики посоветуешь? Или тут не принципиально, какой вид спорта? Нет. Это либо стратосы 1, 2, 3, либо GT-шки. Почему? Потому что нужно подключать датчик каденса, правильно, и нагрудник. Вот. А GTR-ки нет, GTS-ки нет, бипы нет. То есть все это нельзя подключать. Дальше. Сделай, пожалуйста, обзор на CG Pods. Виталий, мне уже, ну зачем? Это китайский хламантин. Ну, может быть. Просто неинтересный мне бренд.
Никто его не покупает, почему я его буду покупать? Может, пора начать делать обзор с лицом Жигуль? Может быть, а может нет. А может быть, мы вот как-то общаемся и хорошо общаемся. Сделай обзор на TicWatch E2. Нет, TicWatch точно нет. Я говорю, я пока свои не продам за 6 тысяч, которые купил за 13, Си, которые никому не нужны. Никогда. Александр в начале стрима обещал, что-то наконец наконец его интересного. А я разыграл уже, я имел в виду, что я GTS-ки разыграю второй раз, третий уже получается. Но в этот раз уже 100%. 100%. Ну хорошо, давайте. На 100 тысяч я придумаю какой-нибудь девайс на розыгрыш нормальный. 100 тысяч, когда у меня будет стрим на 100 тысяч, сейчас 200 человек, я уверен, что кто-то из них придет, я разыграю что-нибудь приличное среди тех, кто будет на стриме, хотя я пока не понимаю механизм, если честно. Я расскажу вам. Вот. Польза не говорила, Бутень, хорошо. Не пишите, я не буду говорить. Если человек может стримить без показывания лица, значит он интересен зрителям как личность. Павлита, спасибо. Нет, просто информация полезна. Говорю, в первую очередь вы даже делитесь сейчас информацией по поводу тех девайсов, которые вам интересны. Не только меня. Не ведитесь, Ренат. Да нет, будет мой фейс, просто позже. Еще раз приветствую. Какой есть более-менее нормальный мини-телефон с NFC? На Redmi Note глобальной версии нету разве? Маленький? Мини. Apple яблочный. В чем сложность, так сказать, отслеживания беговых лыж? Иван, очень просто, их нужно снаружи, эти часы, скорее всего. Вообще, в принципе, когда беговые лыжи, значит, вы будете на открытом воздухе, они будут моментально разряжаться. Вот, допустим, если Polar вы посмотрите сравнение со Стратосами, я разбирал, когда Polar, у них аккумулятор можно менять, но они дохнут быстро. В чем-то и плюс габариты. Стоит ли платить 5000 за глобальную версию Сотика? Свое отличие только работает лишь GPay и NFC, хотя на Китае другие платежные системы работают. Не понимаю, честно. Даже вопрос не понял, о чем вы. Советуешь Redmi AirDots? Без имени? Ну, наверное. Но опять же, вы можете брак получить, и они у меня шумели, и у многих шумят также. Стрим с лицом только у Путина, согласен. Давайте не поминать в суе таких людей. Всем привет, расскажи, пожалуйста, подробно про наушники NFS Future. Скиньте мне в ВК, вот. Сегодня посмотрел обзор, думаю взять. Окей. Андрей, Google Pixel линейка советую. Окей. Постараюсь купить, возможно. На стриме на 100 тысяч. Что на стриме на 100 тысяч? Я буду, хорошо, я буду рад. Посоветую часы с сапфировым стеклом. Стратосы вторые есть с сапфировым, третьи выйдут с сапфировым стеклом. Huawei FreeBuds 2 пишут, что тапами можно только вызывать помощника, ставить, возобновлять музыку, прием, отбой звонка. Я так понял, перематывать треки нельзя. Нет, по-моему, нет. Не поминать суе таких людей, да. Народ, подкиньте лайков в пользу за старание, реально же стараются. Спасибо. GTR, ну я рад, что вам GTR нравится. Я тоже модел, спасибо. Вот, давайте, друзья, заканчивать. Спасибо большое за стрим. Кому не жалко, еще раз прожмите лайки. В принципе, мораль такова, что на Stratos 3 обзор будет, на GT 2 обзор, конечно же, будет. Потому что внешне я уже изначально видел, как эти часы выглядят перед тем, как покупал. Со Стратосами третьими разочарования нет беговых лыж. В принципе, ни у чего из этого всего нет. Я не люблю беговые лыжи, но я бегаю на них. Вот. Потому что надо зимой что-то делать, и периодически, эпизодически, либо иногда даже плотно. И то, что всего этого нет беговых лыж, для меня это лично плохо. Это показатель того, что здесь не очень топовые аккумуляторы и недопилены все-таки спортивная составляющая. Ни с чего из этого нельзя никуда запихивать симки, кроме Nexa. Ну, из того, что мы сегодня обозревали, третьих, допустим. И никакие из этих часов я не советую. В конце я, конечно же, в обзорах посоветую, что те, что другие часы, но и даже не буду вспоминать про вот эти вот магические часики. Вот. А они топовые. Стратосы вторые рулят. Так же, как первые пейсы, учитывая, что их реально дешевле пятерки взять сейчас и просто не плавать. Спасибо за стрим, вам спасибо. Спасибо моей супруге за то, что меня отпустила второй день подряд на 2 часа. Купить квадроцикл и лыжи не нужны. Варвар, да, и лучше такси заказывать. Отбой, всем спать. Да, мне нужно готовиться. Завтра работа. Вот. Еще раз всем спасибо, что пришли. Кому что интересно, пишем, как всегда, в комментариях. Мата на канале нет. Что еще? Конструктивная критика от вас только спасибо. ВКонтакте кидаем, что нужно купить еще, чтобы вам было интересно. И все.
Хорошо пообщались, думаю, к воскресенью вы по мне чуть-чуть соскучитесь, как и я по вам, потому что за эту неделю хотя бы 3 обзора я точно выгружу, и там реально будут интересные девайсы, интересные, прям интересные. То есть там будут колонки, которые я считаю, что хорошо играют, возможно, будет мультитул, который я, скорее всего, убью 100%, на 99% будут одни из этих часов, потому что я надеюсь, к этому времени я набегаю уже, и мне кажется, все, хватит. Это главное. Все, давайте. Пума счастливо, Олег счастливо, Андрей счастливо, Саня счастливо, Алексей счастливо, Леонид счастливо. И вам спасибо, что вы были на стриме. Еще один Саня Смирнов счастливо. И все. Не, ну третий лучше вторых. Мне вот третий больше просто нравится. Точнее, меньше нравится внешне, чем вторые. Объективно-то они лучше. А субъективно можно ремешок переставить. Вот. И магия уже будет. В Huawei Watch 2 GT есть лыжи. Стоп, сразу. А то люди придут потом на стрим. До конца кто-то упорно досмотрит до конца. И вот я покажу вам, где лыжи, какие есть. Они горные здесь. Если они есть, то они горные. Хотя, может быть, вот мы сейчас вроде смотрели, я не видел лыж. Подъем, кроссовый бег, эллипс, гребля. Ну нету. Кто меня там обманывал? Кто написал, что есть лыжи? Ну, друзья, имя этого человека, имя этого человека, который съел еще 2 минуты моего стрима. Точно, я специально с Беларуси узнал от тебя, есть eSIM в Беларуси, а с недавнего времени у оператора EAA1. Роуди, скинешь мне, откуда ты взял эту информацию, потому что это дезинформация называется, и такая нехорошая. Вот. GT, R или Verge. Что вам нравится, Антон, то и берите. Все, счастливо. Спасибо большое, что были на стриме. Душевно, приятно. И я не уверен был, что будет так много людей. Спасибо, что пришли. Часики норм все. Берите то, что вам нравится. И если вам не нравится, то не берите. Покажи меню Stratos 3. Еще раз покажу быстро в конце, потому что люди сидели на стриме не просто так. Но там все на китайском. У меня не глобальная версия. Сразу. Так, стоп. Это активности. Стоп, есть активности, 5 секунд. Вот. Оно похоже на этих. На Verge, помните, как было? Мне кажется, здесь можно поменять постановку. Вот. Что-то как-то мы никак не можем разойтись. Все, еще раз счастливо, спасибо, что были на стриме. Все, заканчиваю. Давайте, удачи. Доброй ночи.